Зажгла свечку. Девчата, ребята, всем привет. Всем большой огромный привет. Ставлю свечечку. Так, сейчас все включу на телефоне. Все, можете заходить. Привет, заходите на эфирчик. Так, сегодня у нас подсказки. Вот на такой колоде. Подсказки Вселенной. Вот сейчас я все их выложу. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Дам подсказки. Вот. Можно. Всем привет, Ирина, привет, Оля К, привет. Да, можно сейчас, можно в донате отправить вопрос. Все, ссылку разместила. Можно. Все карты достану. С прошедшим праздником, любви и всех благ. Привет, Оксана, да. Всех, девчонки, тоже с прошедшим праздником. Спасибо большое, Ирина, за поздравления. Тоже желаю, чтобы вы были такие красивые, любимые, счастливые, чтобы на вас весна хорошо подействовала. Меняйтесь в лучшую сторону, расцветайте. Вот. Давайте начну смотреть сразу. Для Ирины подсказка на всех. Подсказка для Ирины. Так, сейчас я кое-что тут сделаю. Все. Спасибо, что подождали. С прошедшим праздником, счастья, люблю, девчонки, вам желаю, Оксана пишет. Так что, девчонки, для Ирины. Так, для Ирины подсказки. Начинаем смотреть для Ирины. Делайте все радостно и легко. Такая первая подсказка. Делайте все радостно и легко. Все, уберу тут. Так, подсказка для Ирины. Следующий. Ищите знаки и подсказки вокруг себя. Какие-то знаки и подсказочки будут. Обращайте внимание. Для Ирины. Измените свой взгляд на мир. Такой вот одуванчик красивый. Для Ирины подсказка. Человека не переделаешь. Перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Видите? Ну, какой человек есть, такой есть. Ничего не сделать. Вот, вижу, где тут. Вот она. Донатик. Донат то работает, то не работает. Вот эта вот картинка. Поэтому тут на удачу уже. Но все ваши сообщения я вижу по донатам, если что. Вы мне говорите только. Так, для Ирины. Для Ирины из будущего послания. Мысли масштабно. Не бойся Ой, смотрите, не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Смотрите, вам нужно мечтать. Записывайте то, что вы хотите. Желайте большего. Привет, Илья, София, привет. Ну, как бы вот такие звуки теперь будут, но непонятно. Сейчас я посмотрю. Донатик. Всех с праздником, девчонки, еще раз. Так, вижу, пришло 2 доната, 2 вопроса. Вот, сейчас будем смотреть донатики.
Так что с прошедшим, Илья, Илья, спасибо, с прошедшим 8 марта. Ой, извините, я вас качаю. Спасибо большое, Ирина. Всем спасибо за поздравления. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Сейчас будем смотреть вопросы за донаты. Так, сначала у меня Оля К, потом Любовь. Смотрим Оля К. Какие у него чувства и мысли? Сейчас посмотрим. Оля К. Сейчас посмотрим. Алена, благодарю. Ирина, я тоже благодарю, что приходите на эфирчики. Ставьте лайки, кто в эфире, мне будет очень приятно. Вот. Так, давайте посмотрим. Оля К. Так. Какие у него чувства к вам? Какие у него чувства? Чувства стабильные, чувства такие, что вы его устраиваете для дальнейшего как бы проживания, для дальнейшего, не знаю, как сказать. То есть с вами можно построить отношения, как бы надежные чувства, надежности такой вот есть. Можно строить стабильные отношения, но в чувствах здесь как-то любовь есть. Тяжело с этим, тяжело, как-то с вами тяжело. Строить отношения тяжеловато. Тяжеловато. В чем же сложность? Что там такого тяжелого? Ну, что-то не устраивает. Смотрите, строить отношения тяжело, потому что что-то разбивает сердце, что-то не так, как хотелось бы. Вот не так, как хотелось бы. Что именно его не устраивает? Он не говорит, что его не устраивает. Он закрыт. Тяжело ему опять. Тяжело, закрывается, тяжело. И не говорит, что ему тут тяжело. Отношения строить можно, стабильные, постоянные, да. И как-то чувства у него стабильные, но вот тяжело строить. Почему-то и не говорит, в чем тяжесть. Здравствуйте, очаровательный актер, да. Да, и в чувствах может быть холодность сейчас. Чувства меняются. Как было раньше. Ой, раньше чувства были такие, знаете, когда вот моё, хочу, чтобы она была со мной, очень хорошие чувства, но как будто это все прошло, как будто сейчас уже холодность и расставание, да, как будто разбежались. Молчим уже больше месяца. Чувства были в начале, но они как-то поменялись. Почему? Почему? Не говорит, он не говорит, ну, почему-то не говорит, почему, что его не устраивает, но его что-то расстраивает. Он вроде боится одиночества, ищет. В чем-то вы не смогли сойтись, договориться, поэтому чувства были, хотел построить отношения, но в чем-то вы не смогли договориться, какой-то конфликт произошел. В мыслях, кстати, он думает, как бы к вам так вот подойти, помочь чем-то, как-то вот невзначай, чтобы все само собой. Очень много мыслей, очень много думает. Очень много взвешивает, стоит, не стоит. Очень много думает о том, что его расстраивает. Потому что желание-то у него есть быть с вами, да? Но как будто он уже остыл, как будто между вами, да, расстояние, и все уже. Он планирует проявляться, да, только нужно подождать. Он планирует проявляться. Неожиданно как-то может. Ой, может неожиданно проявиться, приревновать. Что-то такое, ревность, как будто он за вами следит, может, через соцсети, узнает какую-то информацию, а все-таки он не отпускает вас в своих мыслях. И проявляться будет, но нужно подождать немножко. Не так, как вы хотите, вот чуть-чуть попозже. Будет проявляться, да, появится.
Но итог встречи будет какой-то непонятный. Когда ничего не изменится так-то, ничего все же останется непонятно. Планирует проявляться, да, сам еще не определился, не знает, что хочет, потому что вроде как бы хочет строить отношения, хотел бы, возможность есть, но это все тяжело и что-то вот не получается, как будто вы не сходитесь во мнениях, в том, как нужно, вы хотите так, он хочет так, он представляет по-другому, вы по-другому. Поэтому приходится бороться. Вот. Ну, тут вот так вот. Да, он все-таки холодность проявляет, видите, проявляет холодность. Но здесь на другой колоде, да, какие у него чувства. Он хочет свое вам что-то доказать, вы свое, как будто вы при своих мнениях, что он, что вы. Он думает, что так должно быть, вы думаете, что так быть не должно. Зефирка, здравствуйте. Так. Он вообще не знает, чего хочет. Что вот он хочет, чтобы вы за ним бежали, не знаю, он не хочет. Он не знает, чего хочет, он в сомнениях. Он вообще в сомнениях сам. Он еще не определился. Он бы вообще хотел построить отношения со свободной, успешной женщиной, которая знает, как зарабатывать деньги. Вот. Ну, как будто вы во взглядах не сходитесь и все. Но если вы с ним хотите быть, то вы получите определенный опыт, жизненный опыт. Он вам для жизненного опыта, чтобы повеселиться, пообщаться, получить какой-то опыт и пойти дальше. Да, как бы это все не навсегда отношения с ним. Это для опыта. Чтобы вы поняли, как бы вы хотели, как вы хотите. И как-то вот так вот тут он. Но еще проявится. Да, появится, еще проявится. Вот. Подсказку вам сейчас на этот вопрос. Подсказка. Дайте себе отдохнуть. Вот дайте себе отдохнуть. Не заморачивайтесь. Пусть он там думает. Он, кстати, очень много думает. Пусть он там определяется. Так что отдохните. Не думайте, выбросьте его с головы пока. Вот. Так что, Оля, вас тоже благодарю. Спасибо за ваш вопросик. Так, сейчас мы посмотрим любовь. Я слышу, да, там еще вопросики есть. Любовь, очаровательный актер, аноним. Любовь смотрим. Чувства, мысли, действия. Я сейчас все донатики увижу, не переживайте. Смотрите, чувства, мысли, действия. Тут как бы есть желание, есть страсть и очень хочет действовать. Очень активная такая позиция к вам. Очень хотел бы начать что-то новое и еще страсти, очень много страсти. И очень как-то он на вас подвис, завис, и вы ему очень нравитесь. Алена, здравствуйте. Вопрос. Да, вопросы за донат. Там донатик 200 рублей стоит. Вопросы, донаты. Подсказку можно на всех? Девчата, я сейчас посмотрю. Сначала вопросы за донаты, потом будем смотреть в чате. Подсказки. Так, любовь сначала у нас сейчас. У нас чувство, мысли, действия. Так.
карты мешаются так, что ну, они прям выпрыгивают сейчас. Чувства. В чувствах, смотрите, он вообще защищается, огораживается от чувств. Он закрывается, вообще закрывается. Ну, почему? Потому что это как бы самообман того, что чувства, они могут его контролировать. А он не хочет, чтобы... Он, в общем, не хочет, чтобы чувства его контролировали, он хочет все думать рационально, головой. Поэтому от чувств он старается закрыться. Но все-таки... Он вас видит такую женщину, о которой он, возможно, когда-то мечтал, но он этого никогда не скажет, потому что он холодный мужчина. Вот как сказал, так и будет. Как я могу открыться? Как есть такие мужчины, которые, да если один раз я там вот это вот сделаю, то все. То есть они будут держаться, никогда не покажут, потому что они думают, что вы можете взять контроль над ним. Вот. Мысли. Давайте мысли тогда посмотрим. Вот знаете, он и в мыслях старается не думать о вас. И в чувства закрывается, и в мыслях закрывается. А действия? Не, он погружен в работу. В мыслях все-таки он много думает, но он старается в основном погружаться в работу, чтобы не думать. Он как будто здесь закрывается от чувств, от мыслей. Старается погрузиться в работу. Будет ли он действовать? Не, пока действовать не будет. Не будет пока действовать. Вот не знаю, он свободен или не свободен у вас, потому что, может быть, он не свободен и не хочет, поэтому он закрывает свои чувства. И он думает, что вот это вот общение с вами разобьет только ему сердце. То есть не стоит даже начинать, хотя желание есть. Но он будет держаться. Нет, он свободен 100%. Ну вот, значит, он боится. Он боится, что вы сможете его контролировать, и поэтому он боится показывать свои чувства, потому что он тогда, у него сердце будет не защищено. Возможно, был такой опыт, что он расстался, ему сделали больно. Видите, тут это как бы романтика была, влюбленность. И все, и сердце разбили у него. Он вас может ревновать. Он вас может ревновать, думать о вас. Знаете, его как будто вы тянете, но он не понимает почему. Вот хочется к вам тянуться, вы ему нравитесь, но он не может понять, почему так. Почему он не может вот это проконтролировать. Вот. Нет, но действовать опять тут показывает, что не будет он действовать, и как будто он думает, даже если он будет действовать, то вы его можете не принять. То есть вы вот эти его действия все как бы скажете нет, вот не примите. Это будут не те действия, которые вас, в общем, которые вам понравятся. Вам нужны серьезные намерения, чтобы у него были. А он к серьезным намерениям пока не готов, он пока к серьезным. Но тянет. Какие отношения между вами возможны? Нечестные отношения, когда вы знаете друг о друге все. И исходя из этого принимаете все недостатки друг друга, и как бы все нормально. И живете с этим. Здесь честные отношения с ним возможны. То есть, когда вы можете все обсудить, обговорить. Поэтому смотрите.
Он закрывается. Он боится, что вы будете контролировать, что вы ему сделаете больно просто. Что делать, чтобы ему понравиться? Смотрите, но тут нужно смотреть, как он реагирует на то, что вы делаете, и не делать больше этих ошибок. Если ему что-то не нравится, лучше этого не делать, потому что это будет его очень сильно расстраивать. Вот. И общаться просто с ним как с близким человеком. Когда вы близкий, родной человек, вот так вот по-доброму, хорошо посидеть, поболтать, что-то обсудить вот так вот открыто. По-честному с ним нужно честно общаться. Чего вы хотите, какое вы видите будущее свое. Вот. Вот такие отношения с ним возможны. То есть, и еще дайте ему сделать выбор самому. То есть вы можете ему сказать там, ну, что вы хотите, как вы хотите, несмотря на какую вы стадию, я просто не знаю. То есть вы должны дать ему выбор, чтобы он сам принял решение. Он вас должен выбрать, если он вас еще не выбрал пока. Вот. Подсказка на ваш вопрос. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. Вот так вот. Ну, как будто он такой родной человек, просто общайтесь так вот открыто, честно. Он честность хорошо воспримет. Вот. Хотя сам может не все рассказывать, потому что он еще боится, у него опыт был не очень хороший. Так, очаровательный актер. Давайте дальше буду смотреть. Хорошо? Любовь, если есть какой-то вопрос еще. Ну, я вроде все посмотрела по вашему вопросу. Оксана Ивантишина. Здравствуйте, удачного эфира с прошедшим. Счастья, здоровья, любви, всех благ вам. Оксана, вас тоже с прошедшим. 8 марта. Желаю всем здоровья, счастья, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Очаровательный актер. Его чувства, правитель до конца марта. Его чувства. Ой, чего-то боится, страхи какие-то надуманные. Страхи, что не будет все легко, что больше не будет так вот, как было, что не сможем пообщаться, поговорить, куда-то сходить. Очень много мыслей, что на расстоянии. Да. Хотел бы встретиться, но далеко. Опять же, вот хотел бы встретиться, но расстояние. Проявится ли до конца марта? Нет, не проявится, если только вы можете ему написать, как-то вот подтолкнуть, но он не проявится. Очаровательный актер, он не проявится. Что нужно сделать, чтобы он проявился? Написать ему или какое-то известие сказать, или где-то картинку выложить. Но здесь известие, что-то, какое-то известие нужно ему о вас подкинуть. Не хочешь больше писать? Так, если вы не будете писать, проявится ли он до конца марта? Нет, до конца марта он не проявится. Не будете писать, и он не будет проявляться. Так. Он, конечно, мечтает об отношениях, да, где есть любовь, вот это все, наполненность. С вами, да, мечтает, что как-то начать все по-новому, чтобы там просто страсть, любовь, вместе проводить время. Вы для него очень ценный человечек. В апреле проявится ли он в апреле? Он может проявиться в апреле. Хорошие карты выпадают. Хорошие карты. Может ли он приехать? Тут как-то вы можете как-то посодействовать. Он может скорее написать, чем приехать. Здесь как-то так. Хотя тут и встреча может быть. Но больше что он напишет, как будто.
И встреча ведь может быть. Здесь как-то и встреча может быть. В общем, он может написать. Это написать, да, это про написать я спрашивала. Приехать он может, если у него с работы все получается, да, он может приехать. Вы даже можете, тут вот и он выходит, да. И если вот у него получается с работы, то здесь и встречи, вы, может, куда-то пойдете, или просто дома можете посидеть, или куда-то пойдете. То есть время хорошо можете провести. Это да. У него зависит от работы. Пока нет. Нужно подождать. Ну да, все, ну, сейчас не так быстро. Да, в апреле, скорее всего. В апреле, да. В марте не. В марте почему-то нет, не выходит. В апреле выходит. В апреле выходит, что он к вам приедет. В апреле, да. А вот в марте, вот тут как бы карта ожидания, не получается что-то. Вот, а так встреча, да, очень даже возможно. Ой, он очень расстроен, то, что вы, кстати, поссорились. Он сам очень расстроен. Очень недоволен, что так получилось. Он как бы не хотел. Сначала сделал, видимо, а потом подумал. Вот. Как мне себя с ним вести? Но если вы хотите быть с ним, да, как себя вести? Как себя вести? О, как себя вести. У вас должны быть какие-то свои, знаете, такие правила, типа я только за серьезные отношения, да. Ну, это здесь должно быть все правильно. Ухаживание, да, сначала там кино, ухаживание, потом там вот все постепенно, все это как должно быть, чинно, правильно, вот так вот. Знакомство там с друзьями, с родителями, все постепенно, как-то вот должно быть как-то правильно, чтобы люди не осудили, чтобы как-то, вот, не знаю, какие-то свои правила, законы у вас должны быть. То есть как вот вы хотели бы, чтобы с вами обращались, да, чтобы он к вам серьезно, например, относился. Вот такие вот свои какие-то требования нужно ему сказать. То есть, ну вот я ему... вы ему выдвинули правила. Ну вот, а как бы с ним так и надо, это все правильно вы сделали. Вот. Но он немножко расстроился, конечно, что а так вы все правильно делаете. Опять, да, вышла карта, что он расстроился. Ну, расстроился, и что? Ну ему тяжеловаты ваши правила, вот эти, вот то, что вы хотите, ему это тяжеловато дается. Вот как-то вышли, видите, как бы тяжело ему на это брать ответственность. Да. Он боится, что это его немножко будет ограничивать, он бы хотел бы, чтобы полегче немножко с ним. Но он все это пересмотрит. Он тоже свои условия вам, возможно, выдвинет или уже выдвинул. То есть вы хотите так, а он так, он тоже скажет, чего он хочет. Да, и вы тут будете выбирать. Вы будете выбирать, стоит, не стоит, да, нет. Тут каждый должен будет сделать выбор. Ну, как бы все нормально, вы правильно сделали. Вы должны быстрее выдвинуть требования, чем он. Чтобы с ним все было, наладить, видите, вы должны свои требования тоже выдвигать. И быстро. То есть, как только случилась какая-то ситуация, нужно сразу говорить, что вам нравится, а что не нравится, как бы вот. То есть, вот это ты сделал неправильно сейчас, да, вот это ты зря сказал, что-то такое. Вот тебе вот сейчас вот нужно было бы промолчать, да, или, например, обними меня, поцелуй, что ты делаешь тут, как бы, то есть сразу нужно говорить ему. Вот, как бы вот так, все правильно, как бы делаете-то, да. Да, работа на опережение, да. Все будет, встреча будет, и все нормально. Помиритесь вы. Да, он закрывается, конечно, сейчас, потому что он чувства немножко не контролирует, на эмоциях. Вот. Сейчас посмотрю подсказку. Подсказка на ваш вопрос. Оставьте новые дела на потом. Такая вам подсказка. Как бы вот, все правильно, все правильно у вас.
Вот. Спасибо, очаровательный актер, за ваш вопросик. Давайте дальше посмотрим. Оксана у нас дальше. Спасибо. Вам тоже спасибо. Так, смотрим Оксану. Угу. Принял ли он решение? Принял ли он решение? А здесь женщина принимает решение, а не он. Видите, здесь как бы принял ли он решение, здесь важный момент женщина, которая развивает ему сердце. Женщина что-то, видите, что-то делает с ним такое, что ему не нравится. Вот эти вот условия, возможно, какие-то создает, какую-то информацию говорит женщина ему, которая его очень расстраивает. Временами все нормально, да, временами как-то вот. Так он между двух, так он между, да. Он, короче, между двух женщин, смотрите, между двух женщин, которые для него вроде как бы важны и нужны, да, но вот он крутится туда-сюда, как в колесе. И это, конечно, ему тяжеловато. Ту информацию, которую вы говорите, для него тяжело как-то принять, он как-то тяжело сделать то, что вы хотите. Поэтому он немножко закрывается в ракушку свою, прячется, и очень много сомнений у него. Как лучше поступить, как сделать, чтобы и тут было, чтобы мир был здесь и здесь, да, вот так вот. В марте он не примет решение. И в апреле будет оттягивать вот это принятие решения. Евгений, здравствуйте. Так, Оксана, он вот это вот решение по поводу отношений будет оттягивать. Он просто не знает, как просто. В мае так вообще тут март-апрель будет тяжелый, а в мае делаю расклады. Сейчас мы смотрим для Оксаны. Он, скорее всего, в мае будет делать выбор, потому что в марте у него не будет возможности делать выбор, он, возможно, здесь устанет, может заболеть даже. В апреле он будет закрываться и оттягивать, а вот в мае, вот тут вот, он от чего-то будет уходить. Видите, здесь вот у него будет выбор. Кстати, в мае вот он, скорее всего, уже сделает выбор, куда ему уйти, в какую сторону, он примет решение, до мая может тянуть. Хочет ли он с вами серьезных отношений? Он хочет с вами отношений, когда вы можете радоваться и наслаждаться, доверять друг другу, общаться, когда вместе комфортно. Серьезное ли это отношение? Ну, я бы не сказала, что это серьезные отношения. Понимаете, это, знаете, он не то чтобы серьезных ему, мне кажется, уже хватило, потому что у него как-то вот так вот это пока что сидит. Он хотел бы с вами легких отношений, доверительных отношений, когда хорошо вам двоим, когда вам классно поговорить, когда вам классно провести время вместе, куда-то пойти. Ну, то есть что-то вот такое, когда вместе классно. Когда не думаете о завтрашнем дне, знаете, когда вот вместе сейчас хорошо, ну, здорово. Такие душевные отношения, ему не хватает вот этого вот. Пока нету такого, что он не принял решение, серьезные, несерьезные отношения. Ему нужно принять, конечно,
И вот он сидит на своем троне, ему нужно принять решение. Но он хочет вот как раньше, вот оставить все как есть. Потому что он боится, что может повториться ситуация, поэтому он пока не готов. Что нужно, чтобы он принял решение? Просто нужна романтика, нужно заботиться, нужно спрашивать, как у тебя дела, там, как настроение, там, да, там, не знаю, не замерз ли ты, что там у тебя, или там холодно, сегодня погода, там, ну что-то такое, вот болтовня романтичная такая вот ему нужна, вот это вот ему нужно. Сейчас, по крайней мере, вот такое вот. Давайте подсказку сейчас посмотрим. Подсказку на ваш вопрос. Оксана, проявляйте активность, но нежную активность, нежную. Не в штыки все, а нежно. Так вот. Вот, нежностью своей. Так, давайте дальше посмотрим. Аноним. Дальше у нас аноним. Возобновила свою деятельность. Что надо сделать, чтобы были клиенты, да? Совет, чтобы были клиенты. Смотрим аноним. Что надо сделать, да? Ой, смотрите, здесь выпал мужчина и коммуницировать с мужчинами. То есть, если вы возобновили свою деятельность, то здесь вам может помочь мужчина. Он, кстати, вам может помочь советом, поддержкой. Вы можете ему все рассказать, он может выслушать. И еще вы можете взять в партнеры какого-то мужчину. Может, он вам что-то предлагает, или может быть что-то, какую-то идею вам. Ну вот классно вам вот это свое дело вести в партнерстве с мужчиной. Может быть, он будет, знаете, представлять ваши интересы, как такой добрый дядька, но дядька, потому что к женщинам может быть вот такое отношение, когда к мужчину другое. То есть он вот такой вот здесь вам поможет в развитии вот вашего дела, вот, чтобы были клиенты, мужчина. Он открытый, он душевный, он чувствительный такой, отзывчивый, знает вообще, как общаться с женщинами, знает и любит, подход знает. Понимаю, о ком речь, Зефирка, ну вот. Так что с ним, если вы будете с ним вместе вот это дело свое вести, да, вот обсудите, как можно его туда приобщить, потому что он вам поможет в этом деле, чтобы были клиенты. Он вот просто вот, вы вот в паре с ним, партнерские отношения, очень возможно. Он вас понимает, он понимает не только вас, он всех женщин понимает, он найдет подход просто вот. Поэтому вот он вот, было бы здорово, если бы его к себе в команду взять, да. Ну вот эти все тяжелые, смотрите, все какие-то тяжелые вопросы он возьмет на себя. Как-то, видите, стабильность будет с ним. Он может решить какие-то вопросы, которые вот только мужчина может решить. Вот именно он, не знаю почему, именно он, вот этот мужчина, он может решить, разгрузит вас, возьмет какую-то ответственность на себя, часть вашей ответственности, или все возьмет просто, ну много возьмет на себя. Вот. Что сделать, чтобы он пошел с вами работать, он как бы, ну как нежность, забота, внимание, как друзья. Ну, вот как вот в детстве друзья играют вместе, как открытые отношения. Просто надо открыто ему все рассказать, давай, заинтересовать, вот, чтобы он загорелся. Он тут как бы не против-то и помочь. Здесь какие-то, знаете, отношения, человек такой добрый, открытый, вот очень хороший друг, и очень понимающий и любящий, такой вот. Будет ли он с вами работать, но он будет думать. Здесь нет определенного ответа, потому что он должен сам решить, принять решение. Вот.
Да, тут время покажет, короче. Вот. А что вам надо сделать, чтобы были клиенты? Что вам надо сделать? Опять же, мужчина, что вам нужно сделать, чтобы были клиенты? Нужно промониторить ваших конкурентов, посмотреть, в чем они хороши, взять оттуда их плюсики, их недостатки учесть, составить себе план, потому что четкий план должен быть. Вот. Контролировать свои эмоции надо научиться. И как вот мониторить конкурентов. Да, здесь так. Вот это вот вы можете сделать. Совсем точно. От совета может помочь, да, он может. Поэтому вы прям вот идите и спрашивайте у него, советуйтесь, консультируйтесь, так сказать, с ним. Так что он поможет. По финансам. Тут вопрос, что были клиенты по финансам. Что спросить по финансам? По финансам с вами связаны или с ним? Какой вопрос? Зарина, добрый вечер. Сейчас мы на донатики отвечаем. Сейчас вот после зефирки, наверное, в чат забегу, да, и дальше потом буду смотреть, потому что тут еще есть вопросики. Анет, Оксана, Любовь. Вот. Что там по деньгам, по финансам? Зефирка, что смотреть по финансам? Какой именно вопрос? Что по финансам? Ну что, вам нужно многому учиться, если по финансам. Вам нельзя все пускать на самотек. Не нужно думать, что вот вы что-то получили и порадоваться, что все так и будет. Нет, вам нужен контроль финансов. Куда они уходят, как ими распоряжаться. Нужно научиться по финансам еще. Да, нужно знать, когда тратить, когда нет. То есть эмоции не поддаваться лишний раз. Лучше, например, не тратить в каких-то случаях. Эмоциям не поддавайтесь. Вы цель себе поставьте, чего вы хотите, и вот эти препятствия, которые будут на вашем пути, вы их не будете воспринимать. Как бы есть и есть. Но у меня цель вон, я ее вижу, и какие-то препятствия сейчас объедем, обойдем. Что-то такое вот. Нужен контроль прям. Поможет ли этот человек с финансами? Если то, тут, скорее всего, вам самим придется все решать. Он вам может помочь сделать выбор правильно, информацию вам дать верную, направить в нужную сторону. По финансам, скорее всего, нет. Скорее всего, вам самим. Все поняли, пока я печатала. Ну вот, как бы вот. Сейчас посмотрим подсказку. Подсказку вам на ваш вопрос. Так, подсказка. Относитесь ко всему с чувством юмора. Такая подсказка. То есть серьезно не относитесь, все можно решить, все будет нормально. Вот. Так что такая подсказка вам. Вот. Сейчас я быстренько в чат зайду, посмотрим немножко комментарии. Так, Ирине я отвечала. Тут уже кто-то стер. Дальше у нас Ирина, где закат? Послание на всех колодах. Сейчас несколько посланий дам, да, подсказок, и дальше посмотрим. Ирина, где солнышко, закат, где маки? Послание на всех колодах. Послание на всех колодах, Ирина. Так, я мешаю другую колоду вообще. Послание для Ирины. Настройтесь на удачу. Это первое послание. Так, для Ирины, где закат, солнышко, для Ирины. Так, что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Хотите кофеек вкусный?
Сделайте это, купите. Хотите что-то такое. В общем, доставьте себе удовольствие. Что-то такое нужно сделать. Для Ирины послание. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Видите? Тут уже, по-моему, и чай с печенькой, и цветочки. Так, для Ирины подсказочка. Ой, смотрите, уже была сегодня такая подсказка. Человека не переделаешь. Перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Какой есть человек, такой есть. Ну что ж делать? Или принимаете, или не принимаете, как бы это ваше дело. Для Ирины послание из будущего. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Видите, все можно изменить, все можно изменить. Сразу решите внутренне, и начнут возможности появляться. Так что здесь так. Так живет Зефирка. Понятно. Так. Гульшат. Сейчас Гульшат у нас. Потом буду дальше на донатике отвечать. Сейчас Гульшат дадим подсказки. Гульшат, подсказка. Подсказка для Гульшата. Первая подсказка. Используйте свое обаяние. Такая первая подсказка вам. Так, для Гульшат подсказка. Не стоит делать из себя того, кем вы не являетесь. Будьте собой, пусть даже не идеальны. Это залог успеха. Видите? Будьте собой. Не обращайте внимания, кто что вам говорит. Будьте собой. Так, для Гульшат. Так, одна. Я думала, две карты. Не оборачивайтесь назад, там все без изменений. Гульшат, там все без изменений. Видите, не нужно смотреть назад. Не обращайте внимания, что было, то было. Все осталось в прошлом. Старайтесь не думать об этом. Гульшат. Отдохни. Ты очень устала. Срочно иди в постель сейчас же. Если вы еще не в постели, вам карта советует пойти в постель и отдыхать. Включить киношку. Для Гульшат. Послание из будущего. Ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Видите, слишком быстро, возможно, вы что-то хотите, чтобы получилось. То есть немножко нужно подождать. Так, Гульшат, спасибо вам. Так, смотрим донатики. Вернулись к донатам. Какие мысли? Анет. Blue and Red, здравствуйте. Вместе работаем. У нас вопросы за донаты, если что. Блин, а я не... Сейчас я ссылку-то закреплю, донатную-то эту. Где она? Вот она. 200 рублей там донатик, если хотите. Не закрепила ничего, такая молодец. Ой, Иришка 41, подсказка высших сил на месяц. Подсказка от высших сил на месяц. Ирина 41. Относитесь ко всему с чувством юмора. Иришка 41, подсказка от высших сил на месяц. Относитесь ко всему с чувством юмора. Так, Кира, давайте после. Спасибо большое за подсказки, послания. Удачной недели. Удачи вам тоже непременно сопутствует, Ирина. Да. Вам тоже. Спасибо большое. Сейчас Анет, потом Оксана, потом Любовь, Ольга и Зарина по донатикам. Давайте Анет посмотрим. Какие мысли у него, да?
Какие у него мысли. Так, ну сообщение, понятно. Сообщение он ваше получил, вылетело сразу. Он думает о том, что вы ему сказали. Да, это ему разбило сердце, эта информация. Что же вы ему, смотрите, это ему не понравилось, очень не понравилось. Вот. Думаю, ах, она такая, вот так вот себя повела, моя такая вот симпатулька, да, взяла, хвостиком махнула, так сказать, и ушла от меня. И он теперь в раздумьях, в думках, он сам не знает, что делать теперь, он думает, а что же делать-то, а что, как мне отреагировать-то теперь, он как бы, он вообще в сомнениях, он не знает, как и что сделать, как лучше поступить. Он сейчас на эмоциях немножко. Вот. Он вашу информацию принял, то, что вы ему сказали. Он услышал вас. Да. И теперь он будет думать, как же действовать, исходя из этого. Прилететь, что же делать. Да, но вот вы для него очень важна. Вот эта вот информация, это вот как на будущее ему, да, как нужно с вами действовать, что нужно делать, это ему вы правильно сделали. И он теперь как-то действовать должен же, как он будет действовать? Да, непонятно как. Нет, он не прилетит, почему-то не прилетит. Как-то он легкомысленно может подействовать. Как-то вот легкомысленно. Он может попозже? Блин, ну вот он выпадает, что я сам решу. Ну скажи мне, как ты решишь-то? Он сообщение напишет. Это понятно. По сообщению напишет, а потом приедет, короче. Да, будет он на месте. То есть он говорит, что я сам решу. Сначала говорит, что нет. Сначала говорит, что нет, я не прилечу, и как-то он легкомысленно как-то поступит, не знаю, в чем это будет выражаться. В своих мыслях, чувствах. Ну то, что он понятно, то, что он от вас закроется и не будет с вами разговаривать, надуется и побудет один, это он легкомысленно поступил, называется. Это вот так вот называется, оказывается. На несколько дней прилететь, сказал, да, ну вот он должен написать. То есть тут говорит он, все зависит от меня, чего ты тут как бы вот. То есть он решает, он должен написать какое-то вам сообщение, хорошее, новость о том, что он все преграды устранил и приехал к вам. Вот, встречай меня, жди меня, как бы все. Он должен, а вот когда? В марте даже выпадает, и в марте, и в апреле. Слушайте, и в марте, и в апреле у вас хорошие карты выпадают. Даже в марте может приехать. Да, даже в марте может объявиться, представляете? Как бы вот даже в марте. Сейчас. Да, он уже думает об этом, он уже думает, как к вам приехать. Он уже в мыслях, вот я другую колоду взяла, да, и что у него в мыслях, о чем он думает все-таки. Видите, дорога, он уже думает, планирует, как это сделать, ну как же это сделать. Да, показывает, что он думает, Но он думает, что вы можете его отругать, даже когда он приедет. То есть вам нужно дать время немножко остыть. Он так думает. И когда чуть-чуть остынете, вы его примете более тепло. Вот. Да, он приедет, смотрите. Он очень хочет приехать, и он, скорее всего, приедет. Он разрулит все дела. Приедет.
Ну, тут очень получается, что март показывает, что даже в марте, ну, было бы классно, конечно, даже в марте, вот, даже в марте он может приехать уже, прилететь, объявиться. Было бы круто, конечно. Видите, что-то произошло, какой-то толчок у него произошел, потому что все поменялось. Барцуха, здравствуйте, да, у нас сейчас ответы на вопросы за донатики, потом я в чате буду читать подсказки, всем дам, кто пишет, все бесплатные подсказки, так что все нормально. Ой, да, когда же вы уже жить вместе начнете? У меня тут карта выпадает, что у вас тут по плану жить вместе вообще-то. Ну когда мужчина решит? Мужчина придет к этому. Вот. С нагласами капризами спровоцировать, да. Он понял, что терпение у вас все-таки не бесконечное. Да, да, да. И жить вместе и счастливо. У вас очень счастливое будущее прям показывает. То, что прям, да, очень, очень хорошая возможность, чтобы у вас все было хорошо. Большая вероятность такая. Сейчас посмотрим. Подсказка на ваш вопрос. Смотрите, не начинайте новое. Такая подсказка. Ну, новое вам и не надо. Вам надо, чтобы тут разобраться с тем, что есть. Как бы. Вот, так что расстояние так получается. Понятно. Ну, вместе вам классно, вместе вам хорошо, поэтому тут, скорее всего, и как бы вы распишетесь, я не знаю, он еще вам муж или еще не муж, но как бы это вам предстоит. Вот. Лиза, добрый вечер, добрый вечер. Кто еще у нас не подписан, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить прямой эфир. Потому что на прямых эфирах подсказки бесплатные. Вы можете написать подсказка, подумать о своем вопросе, я вам достану подсказку. Так, давайте дальше посмотрим у нас вопросы за донатики. Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Вот. Очень карты хорошие выпадают. Я хочу уже официально, да, вот так вот и, скорее всего, так и будет. У вас прям все к этому идет по картам. Вот. Что так. Дальше у нас Оксана по вопросикам. Так, посмотрим. Является ли мужчина для создания семьи в течение 2024 года? Оксану смотрим. Так. Ну, здесь 50 на 50. Если вы расстаетесь с одним мужчиной, да, то вариант, ну, как возможность того, чтобы появится новый мужчина для семьи в течение этого года, да, 2024, 50 на 50. То есть вы что-то не отпустите, здесь нужно отпустить. Вам нужно что отпустить? Вам нужно отпустить эти мысли, что все произойдет быстро, что вы быстро встретите мужчину для серьезных отношений. Быстро это не произойдет. А произойдет тогда, когда они говорят тогда, когда вот по судьбе вам уже кого-то выбрали, кстати. Это может быть ваш род выбрал, да, или как-то вот по судьбе, кармическое, что-то такое. Вот какой-то мужчина должен прийти в вашу жизнь, которого вы не пропустите, вообще не пропустите. Здесь говорят, не надо его торопить, вот не надо, не торопись. Мы же всегда хотим быстрее, жизнь, слишком быстро идет. А это, видимо, встреча, она в свое время. Должно что-то такое произойти, чтобы все вот в свое время, да, какой-то опыт вы должны накопить. Потому что, чтобы с этим мужчиной не сделать этих ошибок, которые были с предыдущим. Ну, вы, скорее всего, с этим мужчиной расстанетесь, потому что вы очень много думаете, стоит продолжать или не стоит. Но хотя есть возможность еще с ним встречаться, как бы все нормально. Да. С этим мужчиной, с которым вы сейчас, вы еще можете провести классное время, вам будет хорошо, но вы потом, когда вы с ним примете решение расстаться, у вас будет другой мужчина. То есть с этим мужчиной, да, вы можете
еще какое-то время встречаться, видите, здесь очень хорошая встреча, вы можете от него получить те эмоции, которых вы хотите, но когда вы решите прекратить отношения с этим мужчиной, появляется император. Дорогой мужчина, знаете вы его или нет? Фиг его знает, не знаю, не показывает, знаете, а он вас знает. Он вас как будто знает, я не знаю, что такое, он вас как будто знает. Но сейчас вы на расстоянии. Непонятно, знаете ли его вы, может быть, вы его раньше где-то видели. Где-то у вас мелькало, может в соцсетях, может где-то на работе, не знаю. Может в каком-то учреждении, не знаю. Как будто он вас почему-то видел. Может через интернет вы где-то виделись. Не знаю, непонятно, нет. Но вот когда с настоящим мужчиной у вас все закончится, и вы расстанетесь, поставите точку, появляется другой мужчина. А здесь будут чувства, здесь будет влюбленность, здесь будет любовь прям туз кубков. Здесь начало любви, начало отношений, когда вы просто окунаетесь за головой. И здесь и паж кубков, и рыцарь кубков, здесь просто. Да, если вы захотите быть с этим новым мужчиной, то у вас тут будет полное взаимопонимание. И ребенок у вас может быть с ним, с новым мужчиной. Но с ним будет непросто, не будет все спокойно, ровно, знаете, вот. Неспокойный он мужчина, не любит, когда все скучно. Очень активный. Он как будто сам приедет к вам. В 2024 году это возможно встретить этого мужчину, которого вы хотите, да, для серьезных отношений, но вам говорят, не нужно торопиться. Если вы прям вот цель такую поставите, вы должны еще проработать то, что есть, какой-то опыт получить, сделать выводы и принять решение самостоятельно, не сомневаясь. То есть вот вы должны принять решение и не сомневаться. То есть вы уже все приняли и все, вы не будете думать, ну, правильно ли я сделала, нужно или нет. То есть просто вы приняли решение, пошли дальше, и тогда он появится. Откуда-то приедет. Сам приедет, его не надо искать. Но вы не пропустите его. Это как бы тот мужчина, с которым в любом случае вы зайдете в отношения. Вот. Подсказка вам, подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Отпустите ее. Все произойдет в свое время. Тогда, когда нужно. Вот. Любовь сейчас у нас задонатит теперь. Благодарю, Оксана. Так, стоит ли проявиться к нему, да? Любовь. Так. Ничего себе, сколько вопросов. Так, стоит ли вам проявляться к нему, да? Ну, проявляться — это зависимость. Вы покажете свою зависимость, то, что он вам нужен, то, что вы на многое готовы. Вы покажете свою слабость перед ним, если будете проявляться. Как он отреагирует? Холодно отреагирует, кстати, холодно. Холодно. Вот это вот сообщение, которое вы ему пришлете, как-то веет холодом. Он вам может холодно, кстати, ответить вам. Но здесь, вы знаете, не обманывайтесь в том, ну, если он вам потом ответит холодно, вы не обманывайте себя, что как бы все, это на самом деле так.
Это манипуляция, то, как он вам ответит. Это будет манипуляция. Вот знает ли он... Знает ли он, что вы следите за его соцсетями? Тут он занят какими-то своими делами. Знаете, он временами и сам следит за вами в соцсетях, так сказать, проверяет вас временами. Он вообще, знаете, он общается, встречается с людьми, да, даже если он расстается, он все равно может заглядывать в соцсети, время от времени мониторить, смотреть, что там происходит с этим человеком. Он сам может за вами смотреть, да, тут он сам решает. Тут непонятно, как он отреагирует. Смотрите, если вы извинитесь, непонятно, как отреагирует. То, что он какой-то манипулятор великий. Он как-то начнет новую схему действия. Сначала могут быть сообщения, которые дают надежду, а потом опять тишина. И вы будете опять думать, что я сделала не так. А это манипуляция. Это манипуляция. Он великий манипулятор просто. То есть вы извиняетесь, да, вот он там вас выбирает из списка все из черного. Вы тут общаетесь, да, как бы вот по-новому, все вроде хорошо, все нормально. Потом он вас оставляет одну, вообще вот не пишет ничего, никак не реагирует, как мертвый зверь. Да, вы такие в страхах, думаете, что случилось, что я сделала не так, почему, сомнения какие-то. А он такой: это манипуляция, моя дорогая, я просто держу все под контролем. Ну какая-то такая ерунда, представляете? Ну какая-то такая вот. Как будто, знаете, как будто он знает, что вы никуда не денетесь. И с вами вот эти романтические отношения он держит под контролем. Он может сделать так, чтобы все было классно. Хочет ли он? Но он хочет легких отношений, да. А вы легких отношений, возможно, не приемлете, не хотите. Вы хотите как-то, чтобы он более серьезно к вам относился. А он хочет романтики, свиданий, ничего не обязывающие отношения. Вот так вот он хочет. Угу. Какой-то манипулятор, засранец. Чтобы, вот смотрите, что быть, чтобы с ним быть, да, вот любовь, чтобы с ним быть, да, вам нужно перестать расстраиваться, вот выпадает карта, то, что перестаньте расстраиваться из-за того, что вот из-за его действий, что он там творит, да, и смотрите, действуйте в зависимости от ситуации, не рассказывайте о себе все, пусть останется какая-то тайна о вас, недосказанность, где вы были, с кем вы были, какая разница. Девчонки это или не девчонки, неважно. То есть какая-то недосказанность должна быть. Не рассказывайте ему о себе все. Ему будет это тяжеловато. Вы ему разобьете сердце, сделаете больно, конечно. Вот. Но здесь какой-то такой человек, он не настроен на серьезные отношения. То ли он еще не готов, то ли он не хочет. Его устраивает, вот когда вот он контролирует ситуацию, делает, что хочет. Если вы уйдете, то он к вам придет, тут как-то приедет. Если уже раньше такое было, что, например, вы уходите, а он опять
через какое-то время приезжать. Как будто он вас должен завоевать, потом он знает, что вы его будете ждать, и он начинает безобразничать. То есть он тут командует парадом, какая-то такая ерунда. Любовь, я отвечаю любовь. Здесь какой-то манипулятор. Что вам нужно понять с ним? Если вы хотите, то вы можете найти к нему подход, но это ни к чему не приведет. То есть даже если вы пойдете на его уступки, вот на его условия, это ни к чему не приведет. Видите, даже если вы будете идти ему навстречу, здесь все равно человек закрыт. Он закрыт для дальнейших отношений. Если только с ним могут быть несерьезные отношения, временные отношения. А потом здесь как-то все равно все разрушается неожиданно, резко, ссора может произойти. Какой-то конфликт, ревность может. Нет, с ним будет борьба. С ним возможны отношения такие, когда вы получите желаемое, но это только временно. Вы получили желаемое и все. Долгосрочных отношений с ним получить не получится. Только временные. Да. Ну и опыт, нужно вам это или нет. Да, ну посмотрите. Вы потом все равно выберете себя. Ну, на какое-то время вы с ним проходите опыт. У вас отношения такие, что вы как будто зависите от него больше, чем он от вас. А он пока не готов к серьезным отношениям. Он как-то не для этого пришел в вашу жизнь, как-то вот для того, чтобы вас чему-то научить. Чтобы вы выбирали себя, свои чувства, прислушивались к своим чувствам, как вы хотите. Ваша чувствительность тут. Ну, тут, видите, сомнения. Очень много мыслей и сомнений. Да, с ним классно, но это классно, оно когда-нибудь закончится. Видите, это как бы не навсегда. Давайте подсказку посмотрим. Любовь. Вам подсказка на ваш вопрос. Подсказка. Любовь. Мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно сбудется. Видите? Желание сбудется. Ну, желание это сбудется, да, но оно понятно, смотря какое. В общем, посмотрите, сбудется. С ним возможно то, что вы хотите получить, но на время. Вот. Сейчас Ольга, потом Зарина. Вот, спасибо, Любовь, за ваш вопросик. Вам, в общем, ударьтесь в работу. Самосовершенствование, работа, заработок больше. Так, для Ольги смотрю. Что в его мыслях? Смотрим, что в мыслях мужчины о вас. Смотрю для Ольги. Что в его мыслях? В его мыслях работа. Ага, а что о вас, я спросила, а о вас тайна, покрытая мраком, а о вас не говорят карты. О вас как о тайной женщине? Или как о... Нет, о вас не говорят просто. Ну, схитрим немножко, возьмем другую колоду. Здесь посмотрим эти вопросики. Так, Ольга, посмотрим. Что в его мыслях? В его мыслях, смотрите, Ольга, в его мыслях воспоминания о прошлом. Как раньше было классно. Что вы, знаете, с вами он пообщался,
И в мыслях у него вот это все всплыло, как раньше было здорово, что вы как будто родной какой-то близкий друг, с которым можно пообщаться, многое обсудить. Можно рассказать то, что другим нельзя рассказать, то, что другие не поймут, а вы поймете. Вот в мыслях так вот. Воспоминания о прошлом, приятные моменты, очень приятные, теплые чувства. Вот. Да, ну как будто прошлое осталось в прошлом, это хороший опыт, но воспоминания хорошие. Все. Ну, думаю, что как бы, ну, то, что у вас было, это осталось в прошлом. И не нужно себя обманывать и думать о том, что что-то возможно дальше в будущем. То есть он вас обманывать не будет, что он вам может что-то дать, потому что он вам не может дать вот этот новый этап, новое развитие. Ага, но он хотел бы, чтобы вы дали ему шанс на какие-то отношения, счастья и радости, да? Но это временно, да. Просто он хотел бы вспомнить то, как было раньше, почувствовать то, как было раньше. Нет, какие отношения между вами возможны? Ну, видите, тут как будто все закончилось. Возможно ли построить заново отношения? Возможно. Шанс есть такой. Так, насколько они будут серьезны. Насколько они будут серьезны, вы будете помогать друг другу. Скорее всего, вы можете восстановить отношения, но уже какого-то дружеского характера. Когда вы будете понимать друг друга и не будете вмешиваться в пространство друг друга. Как-то коммуницировать как пара вы именно тут, скорее всего, не будете. Он, кстати, хотел бы с вами встретиться лично и поболтать. Лично хотел бы. Может быть, по телефону, да, общались, но он хотел бы лично приехать, встретиться, пообщаться. Очень тепло. Но все же, знаете, общаться так, что вы все равно каждый остаетесь при своем. Взаимодействуете. Ну, в итоге вы друг от друга отдельно, не как пара. Хотел бы встретиться, пообщаться. Нет, вы все равно потом, какие между вами возможны отношения, вы все равно как-то каждый при своей жизни остаетесь. Нету общего будущего. Вы можете быть рядом, общаться вместе, но у каждого своя жизнь отдельно. Как бы вот. Как-то так. Не показывает, что общее будущее. Но общение может быть хорошее. Для Ольги подсказка. Подсказка. Проявляйте активность. Проявляйте активность. Здесь еще какой-то урок у вас впереди ждет, так что давайте дерзайте. Здесь еще какие-то проверочки будут приходить в вашу жизнь. Я не знаю, почему тут выпало, но тут как-то вот так. Ну, в общем, посмотрели. Для Зарины смотрим. Спасибо, Ольга, за ваш вопросик. Для Зарины. Так, сейчас посмотрим. Так, первый или второй, да? Кто быстрее? Первый или второй? С кем будет лучше? Посмотрим, да. Ой, первый или второй. Смотрите, первый или второй. Да они какие-то мечевые.
Ни первый, ни второй. Первый вам будет, с кем будет лучше. С первым вы сможете пообщаться, но то, что он говорит, это не значит, что он это сделает. Второй, он будет ограничивать вашу свободу, говорить вам, что нужно делать. То есть, как бы я бы не советовала, но это как бы у вас, вам виднее, да, первый или второй, с кем вам будет лучше. Но вот первый, то, что он говорит, с ним, может быть, будет более приятнее, да, но он не будет делать все, что говорит. Это только слова. На общении с ним классно. Второй прям вообще будет ограничивать. Вам как бы это нужно, не нужно. Вас это расстроит. Смотрите, вас что-то тут не устраивает, ни там, ни там. Первый на А, второй на С. Первый на А. Если будете с первым, не рассказывает, что будет. Со вторым придется очень много работать. Над отношениями, я имею в виду. С первым какая-то тайна. С первым как будто вы закончите, который на а со вторым вы можете второго ждать, но это... Блин, второй какой-то несерьезный, он вас может... Ну, тут еще их надо, знаете, проверить как-то, что ли, посмотреть, не обманывает ли, говорит ли всю правду, или что-то, может, что-то где-то легкомысленно себя вести могут, блин, второй. Да, ни там вас не устраивает, ни там вам будет не в кайф, потому что здесь какие-то мечевые карты, это, в общем, ревность и ограничения, как-то вот так вот у вас, что там, будет что-то не там нормально, не нравится мне. Если вы будете в 2024 году заняты работой, будет ли новый мужчина, здесь 50/50. Вам нужно от чего-то, чтобы появился новый, здесь нужно что-то проработать, от чего-то избавиться, что-то закончить, потому что здесь ситуация еще не решена, потому что что-то не произошло. Нет еще определенного будущего, что он должен появиться новый. Какую-то новость вы получите еще. Любовного характера, карьеры, что-то такое, не знаю. Разные новости будете получать, короче. Какие-то новости. Не знаю, к чему, что это. Что вам нужно сделать-то? Принять решение нужно, чтобы новый появился. Принять решение. Да, вот вы принимаете. Меч вышел сначала. Что вам нужно сделать? Принять решение. И что вам нужно конкретно сделать? Принять решение. Видишь же, возьми меч в руки, прими решение. Чего ты действительно хочешь. Не принимай то, что тебя не устраивает. Не до конца устраивает, значит не твое. Не нравится, все, так и говори об этом, что мне не нравится. Это не так должно быть. Свои условия озвучивайте. Принять решение вам какое-то нужно. Принять решение. И вот примите решение, здесь новый шанс появится. Да. Какое-то решение вам нужно принять, что-то отсечь, что-то закончить, чтобы пошло новое, пришло в вашу жизнь. Новое, хорошее, тут вот туз пентаклей, солнышко, вообще тут какие-то ваши желания начнут сбываться. Вам нужно сначала отсечь что-то старое, что-то старое, что уже не работает, что вам не нравится, что вас не устраивает. Вы, может, не видите что-то. Вы сильная там, да, вам тяжело, но вы идете там как бы. Подумайте о своем будущем.
Вот уходите от того, что вам не нравится, вообще просто не воспринимайте. Идите к тому, что вы хотите. Здесь как-то нужно... Выбирайте то, что нравится вам. Никогда не идите против себя. Здесь встретится партнер, с которым можно построить отношения. Но здесь как-то вам тяжело дается, чтобы идти вперед, чтобы как-то, видите, здесь опыт не позволяет. И так много всего тяжело было, много всего тяжелого было. Чтобы быстро идти вперед, вот это прошлое останавливает вас. Прошлое отношение, прошлый опыт. Он и сейчас как будто длится. Со вторым реальнее? Со вторым реальнее, да. С первым вы с первым быстрее расстанетесь, но со второго нужно будет, как сказать, лепить под себя, так что ли. Потому что он будет стараться вас ограничивать, он будет стараться что-то там вам свое говорить. Второго нужно лепить под себя. Первого вы, скорее всего, расстанетесь с ним сами, но второго нужно будет с ним работать много. Вы можете выйти со вторым, да, в новый этап ваших отношений, в серьезные, стабильные отношения. Можете выйти, но здесь как-то все зависит больше от вас. Вы будете вести вот эти вот отношения в новое, от вас зависит. Вот если вы примете решение со вторым, может получиться со вторым. Здесь как будто ваше решение, как будто не его, а ваше. Потому что здесь как-то от вас зависит. Ну, с первым точно нет. Там с первым десятка мечей, тут и смерть выпадает. С первым вы закончите. Он вас ограничивает, и, скорее всего, тут он будет гулять где-то. Это несерьезно вообще. Не знаю. Но тут вам надо будет... Ну, тут какие-то тяжелые какие-то мужчины. Я бы не сказала, что все так легко и просто. Что с первым, что со вторым. Первым не изменяет. Это утверждение или вопрос? Первый легко относится просто к общению, к отношениям и общаться с другими. Он может спокойно, как бы, нормально. Он может даже не изменить, но общаться с другими он может, это как бы для него нормально. Без измен просто. Вот. Нет, на данный момент у него нет измены, но он свободно относится к общению. Но не изменяет, нет. Нет. Он просто еще не готов к серьезным отношениям. Он как одиночка. Он хотел бы жить вместе, например. Он может предложить вот первый, да. Первый, он хотел бы жить вместе, да. Это он хотел бы. Но серьезных отношений вот в итоге, вот он будет избегать вообще просто. Нет, категорически. Тут все карты такие, как бы выходят, смотрите, на серьезные отношения. Карта обмана, легкости, то есть он вообще не серьезности. На серьезные отношения он лучше будет их скрывать, он серьезные отношения категорически будет закрываться от серьезных отношений. Тут как-то вот, что-то как-то вот нет. Тянуть, оттягивать, что-то скрывать. Не готов он, не готов. Время не пришло, видимо, что-то, не знаю. Второй больше готов, конечно. Но здесь от вас зависит.
Не так, что он все сделает сам. Они оба какие-то у вас сложные, оба с характером, оба сложные, оба горячие, вспыльчивые, ну вот не знаю. Знаете, а вот насчет нового, у нового будет какой-то тяжелый период в прошлом, когда он будет один долгое время, и у него прям тяжелый период будет, что-то будет тяжелое в его жизни. И когда вы встретитесь, он будет перед выбором. То есть у него не будет постоянно спутница, но у него будет еще как бы выбор, он будет общаться, там еще будет женщина. И он сделает выбор в сторону одной из вас, да, но здесь, может быть, нужно будет переехать к нему. И тогда вот и начать как бы все по-новому, жить по-новому. Какая-то такая вот, потому что он, возможно, приезжий. Вот у него, да, он будет перед выбором тогда стоять, будет решать. На распутье, в общем, новый будет на распутье. Как дальше жизнь у него сложится, будет перед выбором. Смотрите, если вы будете общаться с первым, тут как бы у вас и денег может поубавиться, и сомнения будут какие-то, неуверенность, вам это не надо. Со вторым, ну, вы можете хорошо время провести какое-то время, но тоже смотрите за своими деньгами аккуратно. Ну, как бы со вторым более приятно можете провести время просто. Но это тоже временно, вот, как бы вот. Ну, тут еще нового смотреть рано, потому что тут еще не определено. Тут еще не произошло то, что должно произойти, тут как бы будущее еще не выровнялось. Вы еще можете начать встречаться с кем-то из прошлого. Будете знать все недостатки, да. Ну, тут много чего всякого может. Всякие там сомнения могут быть, могут возвращаться мужчины, даже если вы с ними расстанетесь. Опять можете с ними мутить или не мутить. Как бы тут как столько всего может еще быть до нового, поэтому... А новый, видимо, будет завидный жених, поэтому кто-то еще, кому-то еще он будет нравиться. Но ему когда-то, знаете, новому, ему когда-то уже разбивали сердце, и с ним нужно будет честно разговаривать. Потому что ему делали больно, и он бы не хотел испытать это снова. Так, подсказка на ваш вопрос. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут вам подаваться. Обращайте внимание. Вам еще нужно обращать внимание на свои чувства. То, что происходит, знаки, подсказки. Обращайте внимание на все. Вот. Так что спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Руми. Вопрос от Руми. Так, сейчас посмотрю. Истинные. Истинные намерения человека. Руми. Я здесь, хорошо. Сейчас посмотрим. Здесь как будто он еще не определился. Он немножко выбор еще не сделал. Сейчас посмотрим. Истинные намерения человека.
Да, это все временами, видите, то так, это так и показывает по колесу тоже, то есть не прекращается. То резко может появиться, то потом жди его с концами. Ну такая, какие намерения, именно намерения его, намерения. Что он планирует вообще действовать? Ой, слушайте, что за намерения? Какие-то дурные намерения у него, кстати. Смотрите, какие у него намерения к вам? Но здесь как будто он хочет что-то от вас получить, как-то вас обмануть, обхитрить, как-то свою выгоду получить. Что-то ему от вас надо. И если он от вас это получит, он уйдет в закат. То есть он все, идет в тишину. Что-то ему от вас нужно. Хочет вам умышленно разбить. Он уже, знаете, общаясь с вами, как будто он может вам разбить сердце, и он знает об этом, что он может вам разбить сердце. Сделать какую-то боль, причинить. Почему тогда он это делает? Какая причина? Он не может построить стабильные отношения, на работе не ладится у него. Он вроде старается, а денег нет. А вы тут при чем-то? Он, смотрите, у него какие-то проблемы с деньгами. Он считает, что так не должно быть, и он как будто хочет за счет вас. Ну тут вообще просто какой-то вообще, смотрите, у него, вот он насчет работы, тут вот работает, у него ничего не получается, да, вот видите, тут вот в деньгах что-то он теряет. Видимо, может быть, он это и заслужил, но это не понимает. И он хочет, чтобы у него какая-то стабильность была, ему нужно почувствовать себя победителем. Вот эти эмоции испытать, то, что я могу. Для этого ему нужны вы. С работой проблема. Вот с работой проблема. Вот там проблема, как бы он не старался, и поэтому вот он хочет, вы ему дарите какие-то эмоции, когда вот он чувствует себя победителем. Как-то он закрывается от чувств к вам. Он вообще закрывается от чувств, от эмоций положительных. И у него все мозги заняты работой. Сомнения, страхи, неуверенность, вот это все. Он в ограничениях, ничего у него не получается. У него очень много эмоций негативных. То, что у него ничего не получается. Его расстраивает, что он что-то делает, и все не так, он не получает желаемого. Он какой-то вообще очень эмоциональный. В мечтах своих он может все. У него все хорошо, но это иллюзия, это мечта. Блин, ну какой-то что-то не очень он мне нравится. Смотрите, вот у него ничего не ладится, а может у него карма, может он что-то плохое сделал, не знаю, может с прошлых жизней что-то к нему идет такое. Но какая-то херня, что вот у него ничего не ладится, а он хочет, чтобы у него все было хорошо. И вот для этого ему нужны вы. Как будто в мечтах он думает о том, что вот, я все могу, да тут это, да вы его, может быть, еще и слушаете, поддерживаете. И вот он как-то за счет вас хочет как-то выехать, вот, чтобы у него там получалось. Ну хотя бы здесь, мол, чтобы почувствовать себя мужчиной, что вот я стабильный, я могу, как-то вот какая-то такая хрень.
Ну, знаете, даже если вы будете его ждать, да, новый этап тут начнется у вас какой-то, вы будете в ожидании, и вы все равно это разрушите. Вам это надоест, вам надоест вот это все, доконает. Тут вообще тяжело, что за мужик такой тяжелый со своими проблемами идет к вам? Что за фигня? Ну вот реально со своими проблемами идет к вам. Вы ресурсная женщина, да, вы наполнены, вы можете его поддержать, а он лезет со своими, этими тараканами к вам. Зачем вот этого? То есть он, ну что-то ему от вас просто нужно, он думает, что вы сможете, вот, ну тут нету. Не знаю, почему он вас так грузит, мне не нравится, что он вас грузит. Что это за мужчина, который грузит своими проблемами женщину? Да еще и что-то прям очень сильно при том. Не нравится мне это. Мужчина должен, не знаю, свои проблемы решать сам, не должен самоутверждаться. Он должен помогать женщине, поддерживать. Может быть, попробуйте, знаете, пусть он ваши проблемы решит. Посмотрите на его реакцию. Попросите что-то для вас сделать. Ну, у вас там что-то произошло, да, для вас что-то сделать. Отвезти машину в ремонт вместе съездить, да, что-то там выбрать, куда-то поехать, что-то купить, сделать ремонт, обои переклейте вместе. То есть, ну попробуйте что-то, чтобы он вам помог. Почему вы должны его вот это выслушивать, вот эту всякую херню? Он должен вам помогать. И посмотрите его реакцию. Пойдет ли он навстречу или скажет: ты что, в уме ли ты, красавица моя? У меня тут столько, мне не до тебя, да? Как бы, то есть вы поймете сразу, на первом месте он себя ставит или вот вы ему важнее. Тут какой-то человек такой тяжелый. Вот. Блин, видите, зачем вы ему нужны? Зачем вы ему нужны? Смотрите, уже второй раз выпадает эта карта. В первый раз спрашивала. То есть он намеренно и умышленно знает, что он вам разобьет сердце. Зачем вы ему нужны? Чтобы отыграться. Чтобы вот то, что вот у него не получается, чтобы выместить на вас. Понимаете? Вот нафига вот он вас грузит? Мне не нравится этот человек. Что это за безобразие? Мне не нравится. Зачем? Ну что это, чтобы разбить? Чтобы вы поняли что-то. Знаете, он в итоге... Вы узнаете какую-то информацию про него, вы поймете, он может вам просто очень больно сделать, но вы, конечно, пойдете дальше. Но это очень такой отпечаток оставит, то, что вы как бы помогали человеку или, возможно, хотели помочь, а он там как-то не очень хорошо поступил. То есть он как-то может, ну, будьте осторожны с ним, в общем. Попросите, пусть он вам поможет в чем-то. После того, как он вам причинит какую-то боль, или вы узнаете какую-то информацию, очень болезненную для вас, да, у вас начнется новый этап вашей жизни. И вы уже по-другому будете смотреть на отношения, на то, как нужно коммуницировать. Он для этого какого-то вот дам, для как жескач какой-то. Чтобы, да, расстройство, вот это все. Чтобы увидеть то, чего вы, возможно, не видите. Бывает, очень сильно больно делают для того, чтобы вы прямо запомнили это. Чтобы вы поняли и больше не вляпывались в это никогда. Что-то какой-то... Я говорю, тяжелый чувак, а мне не нравится, нет. Ну вот если вы с ним расстаетесь, здесь вот вы просто делаете выбор в новую жизнь, да, выбираете себя, и у вас тут немножко наладится ваше эмоциональное состояние. Вы станете больше прислушиваться к себе, хотя бы выберите себя, порадуйтесь. Негатива как-то много он вам дает. Вот. Он вас может закрывать от других мужчин. Кстати, вот тем своим присутствием и негативом, то, что вы переживаете, свою энергию вкладываете в него. Да, вы закрыты, он закрывает вас от других мужчин. Попросите его помочь вам. Ну, попросите, поэксплуатируйте немножко, посмотрите, как бы вот, ну, сможет ли он вам помогать. То есть, ну,
Чего ждать долго? Проверьте его сразу. Он ваш или не ваш. Потому что даже в мелочах заметно то, что вот поможет он вам или нет. Вот в разных мелочах. Это сначала можно не передать этому значению, что он там как-то вас игнорирует или дает вам возможность самой все сделать, не помогает, говорит, у меня там дела. Это, ну, потом это очень даже чувствуется. Что-то тут не очень, не нравится. Сейчас, Руми, посмотрим подсказку. Подсказка для Руми. Вы творец своей судьбы и удачи. То есть только вы. Вы творец своей судьбы и удачи. Как вы захотите, так и будет. Вот не позволяйте, чтобы вам делали больно. Вот. Останавливайте, если какой-то негатив. Вот. Алена отправила донат, когда можно задать вопрос. Я вижу, да, как раз после Руми тут у меня аноним. Так что можете написать ваш вопрос. Можете написать вопрос. Так что, Руми, спасибо большое. Негативный типчик такой. Сейчас посмотрю чат, кто у нас по чату. Чат мы смотрели. Так, Ксюша, я сказала, вопрос у нас за донаты. Блуэндрета. Подсказку могу дать, если надо, напишите. На месяц. Так, Кира. Подсказку на всех колодах. Кира. Подсказка на всех колодах. Кира. Подсказка для Кира. Относитесь ко всему с чувством юмора. Такая первая подсказочка у нас. Так. Кира. Подсказка. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Ой, смотрите, обратите внимание, что если будет помощь, то старайтесь не отказываться. Даже если вы ее не умеете принимать, примите. Какая-то помощь придет со стороны. Это круто. Кира, подсказка. Измените свой взгляд на мир. А у нас одуванчик уже сегодня второй раз за эфир. Измените свой взгляд на мир. Так, дальше. Кира. Подсказка. Ложь. Тебе кажется, что это вранье. Так и есть. Вам не кажется. Видите, кто-то вам врет. Кто это такой? Если вам кажется, то вам не кажется. Так, подсказка. Да, это послание из будущего уже. Кира, послание из будущего. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Купите себе что-нибудь вкусненькое, что вы очень давно хотели. Купите какую-нибудь красивую кофточку, перекрасьте волосы. В общем, сами знаете, чего вы хотите. В общем, сделайте это. Так, сейчас я... Евгений пишет, расклады делайте, на меня сделайте. Если донатик отправите, напишите вопрос, конечно, сделаю. Что это? Это же понятно же, но все так пишут. Так что все нормально, сделаем все. Классно отвечаете, прямо от души видно, поэтому продолжим. Слушайте, я только вот читаю сообщения. Ой. Софья, здравствуйте, Софья, да, тра-та-та. Это вот вопросы, мы за донатики же отвечаем на вопросы. А тут могу дать подсказку. Вы можете свой вопрос держать в голове, просто попросить подсказку, я прочитаю, вы переложите на свой вопрос. А, вот Борцуха у нас на тему личных отношений. Сейчас я дам подсказки, а то я потом их потеряю все. Тему личных отношений. Борцуха. Подсказка на тему личных отношений.
Подсказка на тему личных отношений. Дайте себе отдохнуть. Смотрите, на тему личных отношений. Не заморачивайтесь, дайте себе отдохнуть. Если у вас нет личных отношений, нет у вас партнера, то не нужно никого искать. Просто отдыхайте, наполняйтесь. На вашу энергию придет партнер сам. Все, вроде бы до конца дошла. Так, Алена. Луиза, добрый вечер. Сколько донатить нужно? Какие вопросы? Сколько? И Луиза, я не знаю, какие у вас вопросы. Там донатик 200 рублей. Какие вопросы? Я не знаю, какие у вас. Какие у вас вопросы? Ну, не надо только про что-то ужасное такое вот. Ладно, что-то хорошее спросите. Отношения, работа, переезд, вот эти самые клевые, не знаю, вопросы. Вернее, это мои темы, потому что они мне близки. Вот. Вот это самое крутое. Ну, что, смотрите, какие у вас вопросы, такие истории. Я же не могу вам говорить, что вы должны спросить. Это ваше дело, ваше право. Так, смотрим Алену. Алена. Что выйдет из этого, да? Запуталась совсем. Сейчас посмотрим. Так, что с этим парнем с другой стороны? Ну, начало отношений, да, такое, что как бы вот у вас тут и интерес, и страсть, и хочется вместе встретиться, общаться. Очень много переписки с этим человеком может быть. Но в итоге потом может все как бы сойти на нет. Может все прерваться. Так, это пойдете в новое? Нет. Да. Знаете, здесь как будто отношения начинаются, интерес есть, да, общение есть, темы есть, потом как-то все сойдет на нет, как будто остынете друг к другу. Причина? Вы закрыты, вы одна, и чего, и чего. Там в евро написано, там 200 рублей, я не знаю, в евро. Может быть, у вас в евро. А там разные... Не знаю, в евро написано. Ну, в евро, наверное, сколько 200 рублей на евро, наверное, переводят. Я не знаю. Если в рублях, то 200 рублей там. Это надо мне смотреть сейчас, но я не могу. Сомнения опять вышли. Алена, как будто он будет думать, что вы от него закрыты, что вы чего-то ему не договариваете, что какой-то вот у вас есть опыт, но он об этом не знает. Но он будет видеть шанс, что с вами можно построить отношения, да? Но тут все-таки много сомнений, много. Он чувствует к вам симпатию, у него есть к вам чувства. Он думает, что нужно будет все-таки делать выбор. И выбор, кстати, он может сделать правильный. Но выберет ли он вас? Башня выпадает, башня. Он может вас не выбрать. Что-то вот его остановит. Потому что то ли расстояние. Что может помешать? Ну вот расстояние может помешать. Вот, чтобы приехать, встретиться, нужна поездка, да, и лучше это как бы не стоит начинать. Как будто это может показаться сложным. Как будто эта поездка невозможна, как будто расстояние может помешать.
Нет, может ли расстояние помочь? Нет, это как будто иллюзия. Мгм. Если у него кто-то еще, тут он может общаться с тем, кто ближе. У этого мужчины может быть кто-то, кто находится ближе, чем вы по расстоянию. И он, возможно, уже встречался с этой женщиной. То есть здесь есть какая-то женщина, к которой он ездит, но она ближе, чем вы. Даже если она ближе, чем вы. Но знаете, как будто вот с этой женщиной, как будто она была, и отношений уже сейчас нету. Они могут возобновиться, что ли, или нет. Да. Он расстался с какой-то женщиной, с ней могут отношения возобновиться, но не сейчас. Я даже не знаю, что можно сделать, чтобы быть с ним. Здесь он решает. Что нужно сделать вам, чтобы быть с ним? Смотрите, он решает насчет своих чувств, как, что и дальше. Тут как бы он решает. Вы говорите то, что вы хотите, планы, вот это все нормально. Планы насчет будущего говорите. Как будто у вас может появиться выбор, еще какой-то мужчина. Знаете, тут как будто вы можете говорить, да, вот вы можете тут вот как бы обо всем с ним разговаривать, говорите то, что вы хотите, да, вот планируйте ваше будущее, тут как бы все, да, это все идет, все нормально, вы общаетесь, с этим мужчиной общаетесь, у вас какой-то еще мужчина появляется, смотрите, ну как бы двое мужчин вокруг вас, какой-то еще мужчина может появиться. Вот стоит ли общаться с другим мужчиной, говорят нет. Но он сам появится, какой-то новый мужчина появится у вас. Но вы сомневаетесь, встречаться ли с этим мужчиной или нет. Даже если он просит о встрече, вы сомневаетесь. У вас очень-очень большие сомнения, стоит ли с ним встречаться. То есть что будет на этой встрече, как себя вести, да? Вы, скорее всего, можете разочароваться после этой встречи. Эта встреча может вас разочаровать. Нужно ли вам на нее? Да, вы можете пойти на эту встречу. Вы можете согласиться на встречу. Эта встреча поможет вам принять правильное решение. Вообще просто какое-то решение, да? Насчет чего? Чтобы закончить все, что приносило боль. Я больше не хочу расстраиваться. Пошли все нафиг, кто делает мне больно. Это все очень тяжело, да, и сказывается на здоровье. Я хочу, чтобы мне помогали. Я хочу, чтобы за меня боролись. Я не хочу неопределенности. Такое вот у вас будет. Я хочу счастья, хочу идти к своей мечте. Я хочу, чтобы мое желание сбылось. Как-то вот так. Можете навстречу? Ну, просто эта встреча может состояться немножко позже, чем вы планируете. Почему нет?
Вам встреча, возможно, нужна для того, чтобы, знаете, когда вы лично встречаетесь с человеком, вы понимаете, ваш ли человек или нет, как он себя ведет. Попросите что-то сделать для вас, да, пообщайтесь, что-то, не знаю, вместе что-то сделайте, что тогда вы поймете, ваш человек, не ваш человек. Вы внутри почувствуете. Даже когда общаетесь с человеком, ну, как бы вот, не знаю, вы понимаете, приятен он вам или нет. Это тоже важный момент. Если вы тем более хотите встретиться, то можете встретиться. Просто чем вот, например, думать и додумывать, может быть, лучше просто встретиться. Вот. Вот. Если у вас шанс на дальнейшие отношения, блин, что такие карты выпадают? Блин, 3 карты достала. Первая карта. Есть ли у вас шанс на дальнейшие отношения? Смотрите, тут одни расстройства, разочарования. Есть ли у вас шанс на дальнейшие отношения? Здесь человек не видит своих возможностей и тоже весь огорчен. Есть ли у вас на дальнейшие отношения шансы? Тут как бы уход и расставание, какие-то все кубки. Знаете, здесь очень чувства замешаны, очень много чувств. Как будто разочарование, невозможность видеть шансы и уход от того, что приносит боль, и уход в лучшее. Какие с ним вообще возможны отношения? Какие возможны с ним отношения? Романтика, любовная переписка. Вот романтика с ним возможна. Опять чаши, одни чаши, здесь очень много эмоций. Закройте эмоции немножко, отключите эмоции. Да. Не, ну вы не сможете отключить. Ну как, вы же чувственная, чувствительная, вам же хочется и общения, и чтобы вместе было классно. Вы можете общаться и смотреть, что получится. В любом случае, с ним вы можете получить приятные эмоции. Видите? Солнышко. Здесь, знаете, здесь как будто разочарование и в вас, и его. Потому что здесь не будет какой-то стабильности или какая-то... Или кто-то у вас появится. Но тут нет уже у вас никого. Дорога еще, вот эта дорога. То есть нету стабильности, потому что вы далеко. Опять же, получается, что вот это вот расстояние, оно вам будет мешать. Некоторым оно не мешает, видите, а вам оно будет мешать. Вот это расстояние, оно не дает вам стабильности, не дает надежности в партнере. То есть все время будут сомнения. А вдруг у нее там кто-то еще есть, и так же, как и вы, а вдруг у него там кто-то еще есть. Это расстояние, оно не дает вот этому доверия нету. Переписка, возможно, с ним. Переписка, вот тут просто переписка обо всем. Здесь все равно как-то вы получаетесь одна. Да, встречи возможны, счастливые моменты вместе возможны. Но это как будто не приводит к стабильности, вот к тому, к чему хочется. Ай, я уже другую колоду. Я, короче, взяла уже другую колоду. Если у вас, смотрите, шанс на серьезные отношения с ним, смотрите, это все иллюзия. Это все у вас в голове. Вот эти чувства все, это все в голове показывает. Что можно сделать, чтобы серьезные отношения были? Что можно сделать, чтобы были серьезные отношения? Вы можете что-то сделать. Вы можете что-то сделать, чтобы быть с ним. Это, ну, как бы...
Вы можете что-то сделать, но вы не можете что-то сделать. Как будто вы можете что-то сделать, но вы закрыты от того, чтобы это сделать. Здесь как будто, знаете, если вы хотите быть с этим мужчиной, здесь тяжело, здесь надо за него бороться, здесь будет много сомнений. Здесь должны быть какие-то стабильные встречи. Понимаете, чтобы определиться, вы должны с этим мужчиной как можно больше встречаться, как можно больше быть на виду. Чтобы не было вот этих сомнений, подозрений. И на расстоянии тяжело, конечно, не все могут на расстоянии. Надо больше зарабатывать денег и ездить друг к дружке тогда. Вот тогда может еще что-то получиться, да. Блин, ну тут опять, что такое? Тут, короче, неспокойная все равно жизнь ожидается. Ну, может быть, рутину-то и не надо. Нет. Вы можете встретиться, я просто не знаю, на какой территории вы встретитесь, он приедет или вы, и как пройдет ваша встреча, но эта встреча может дать вам, как бы, возможность понять вообще, хотите ли вы быть с этим мужчиной или нет, что-то обсудить, пообщаться. Мне кажется, так лучше. Лучше встретиться и раньше понять. Может быть, вы поймете, как надо действовать, выстроите вот эти свои отношения, планы на будущее, поймете, как вам нужно действовать, как вам встречаться и как развивать отношения, чтобы было комфортно вам двоим. Ошибка это или нет, про развод с мужем, так должно было случиться, видите, это как бы у вас по судьбе. Развод с мужем. Ну, как бы, да, это должно было случиться. Это сделает вас сильнее. Вы после развода, вы тут как будто берете свою жизнь в свои руки. Все зависит только от вас. Вот сейчас, вот, да, вот вы, после того, как вы это сделаете, нет, это не ошибка, это принятое решение, как бы, что вы-то сюда останетесь. Даже если вы останетесь, вы бы все равно потом ушли. То есть это как бы вам по судьбе, у вас так и должно было быть развод. Видимо, время пришло. После развода вы станете сильнее, возьмете все в свои руки, и дальше вы можете, вот знаете, планировать судьбу так, как вы хотите. И делать те действия, которые могут привести вас к вашей жизни, той, которую вы хотите. То есть все будет в ваших руках, и вы делаете все для того, чтобы получить то, как вы хотите в будущем. Потому что здесь как будто в ваших руках все будет. И возможности, и силы вам хватит на все. То есть вам дается такой промежуток времени на то, что вот как вы хотите, решите и делайте, действуйте, и все, и у вас все получится. Вам просто нужно идти маленькими шагами, но идти к своей цели и довериться своим ощущениям. Да, тут у вас новые шансы появятся, новые возможности, и новая любовь, и в работе возможности могут появиться, идеи какие-то новые. Пойдете в новое. Доброй ночи, Болдвин. Да, принимаю вопросы. Сейчас я отвечаю Алене. Да. Смотрите, Алена, если вы... Тут все равно получается, что если вы хотите остаться с мужем, то это как вы будете в иллюзиях еще какое-то время, просто еще на один кружочек там задержитесь, на еще один этап, но вы все равно выйдете из этого, как бы вы уже приняли, и так и должно было быть. А если вы уходите, то вы идете в новое, у вас новая дорога открывается. Но тут как бы вы уже все равно идете в новое. У вас здесь возможен переезд. Вы можете стать, кстати, может ли это быть переезд? У вас здесь, знаете, вы опять становитесь замужней женщиной и переезжаете куда-то.
Этот ли это мужчина, вот не знаю, которого вы загадали. Как будто, знаете, как будто это не этот мужчина, про которого вы спрашиваете. Кому что переделать? Не знаю, короче, непонятно. Здесь еще у вас выбор предстоит. Сможете ли... Тут у вас не определено ваше будущее еще окончательно, потому что у вас еще будут моменты выбора. Не, ну, много еще будет моментов выбора. Минимум 2, это вообще просто минимум. Да, когда тут еще будет и соблазн, и зависимость, и здесь надо будет бороться. Здесь много чего еще будет. Получается, 3 еще выбора. 1 соблазн, короче, вот. Так что тут... Но зато вы можете взять все в свою жизнь в свои руки и просто не соглашаться на то, что вам предлагают, и идти дальше. Идти туда, куда вы хотите. Как будто вы сможете свою жизнь сами делать вот как вы хотите. Что падает на ближайшее будущее. Сохраняйте свои границы, свои деньги, свою независимость, как бы не подпускайте близко в свое пространство. Не позволяйте манипулировать собой и ставить вас перед выбором других людей. Если кто-то ставит вас перед выбором, давай быстрее дай мне ответ, то вы не давайте манипулировать вами, не давайте близко, не подпускайте людей. Ну да, в свое пространство не позволяйте собой манипулировать. Здесь как-то так. Если вам говорят делать выбор, вы не будете делать выбор, потому что вы сделаете выбор тогда, когда вы хотите, а не тогда, когда вас принуждают срочно, быстрее давай. Лучше не делайте выбор, если вас говорят, торопят, что-то такое. Так, подсказка для Алены. Не начинайте новое. Не начинайте новое. Что-то надо со старым разобраться. Как-то вот так вот получилось. В вашу жизнь дается сейчас, знаете, и энергии, и возможности вам. Говорят, как ты хочешь, чтобы было твое будущее. Будут давать вам разный выбор. То есть вы представляете внутри, как вы хотите, вам будет даваться выбор, вам будут предлагаться варианты разные. Вы просто, если вас не устраивает, не соглашайтесь. И все. Вам будут даваться другие варианты. Возможности будут открываться. Вот. Так что тут так. Донатик еще другой. Так что спасибо, Алена, за ваш вопрос. Смотрим Мария. Давайте посмотрим Марию. Мысли, чувства. Ага. Так, первый у нас на А. Мужчина на А. Мы смотрим его мысли, чувства к Марии. Так, Алена, благодарю вас, тоже благодарю. Удачи вам. Давайте, Мария, добрый вечер. Да, я здесь, я вижу, да. Смотрим. Балдвин после Алены, у меня Мария. Вот. Вы можете тоже написать, если хотите. Так, мысли, чувства. А. Мужчина на А к Марии. Мысли. В мыслях. А мужчина на А к Марии в мыслях. Он очень расстроен. Вы ему причинили большую боль. Все пошло что-то не так. И, в общем, и он очень расстроен. Может быть, он даже плакал, потому что здесь как бы очень-очень больно ему сделали. В мыслях он до сих пор в мыслях переживает вот это все, что произошедшее. В чувствах он хочет добиться справедливости, он хочет доказать, что он прав, он хочет поругаться с вами, как бы вот высказать все свои претензии. Ну как же ты так могла-то? Ну я же такой хороший, ну подумаешь, что у меня там, что я вот так вот все равно. То есть как бы хотел бы вам что-то доказать.
В мыслях и чувствах у него, конечно, очень много мыслей, в чувствах он на мечах он в чувствах. Хотел бы вам многое сказать, высказать, так сказать, я бы так сказала. Чувств тут нету таких, чтобы вас как-то сохранить, оберегать. Нет, он бы сказал, хотел бы вам все высказать, потому что накипело и вообще наболело. Возможно, он вам не все сказал. Но делать он ничего не будет. Делать вам приятное он не будет. Хорошо. Имена не буду говорить, хорошо. Я тут всем стараюсь не говорить имена. Вот. Так что мысли в чувствах вы поняли, да? Которые вот на А первый, просто тут одни мечи. Обижен, расстроен и хочет вам все сказать. Как вы так могли вообще? Как вы его могли так вот? Он же такой хороший. Так, давайте посмотрим. Второй, да, мужчина? Ой, смотрите, второй мужчина прям выпали чувства. Второй мужчина вас заинтересован, романтические чувства у него есть. Сейчас посмотрим намерения, мысли. Второй мужчина, который на С смотрим. Сам завершил отношения. Сам еще и завершил, еще сам обиделся. Ничего себе. То есть вы его должны были сказать, мол, вернись, я все прощу, да ты у меня такой этот. Он, в общем, не ожидал просто. Он, молодец, сам кашу заварил, он очень ревнивый, очень такой, знаете, агрессивный как бы. Поэтому он, видимо, посчитал, что недостаточно он от вас. Ой, знаете, если бы вы с первым со своим остались, то вы так бы в подвешенном состоянии и были бы. И вроде с ним, а вроде и не с ним. Вроде бы есть парень, а вроде и нет парня. Он бы вас вот так вот, знаете, вас в подвешенном состоянии бы держал. Никакой стабильности бы не было. Видите, был бы обман только и пользование. Расстались и хорошо, потому что там мечи. Чувств нету, одни претензии, короче. Какая-то такая ерунда. Ну и ладно. Так, смотрим на С. Ой, опять. Когда я про него только скажу, выпадает. Ой, смотрите, что это за хитрость такая, что это касаемо чего? Это самообман. Это он. Короче, второй. Он думает, что он ничего не может сделать, чтобы что-то изменить. У него очень много сомнений. Давайте другую возьмем колоду. Что-то мне про него тут начали. Что это тут, что это, от чего, к чему? У него тут какие-то зависимости, он хотел бы, возможно, какой-то был опыт. Давайте конкретно, мне, пожалуйста, на вопросики. Это все в кучу тут. Все про него в кучу. Второй, который его намерения и мысли, да? Что в мыслях у него? Ой, смотрите, намерения и мысли, какие у него, смотрите, они очень хорошие. Он хотел бы с вами отправиться куда-то отдыхать, провести с вами классное время, чтобы получить все 33 удовольствия, и при том, чтобы вы тоже получили удовольствие. Второй не подпускаете. Вот у него, смотрите, в мыслях он-то хочет с вами получить все 33 удовольствия, счастье и полные штаны, как говорится. То есть по десятке кубков наполниться, получить удовольствие, побыть вместе, провести время вместе, чтобы так классно было, так хорошо. Вот. Не знаю, даже может куда-то поехать бы отдыхать. Вот у него такое вот. Все это реально? Нет, это нереально, это вообще реально, смотрите, нереально, говорит он. Он говорит, нереально это, но почему бы не подумать об этом? Блин, будет ли он что-то делать, вот второй, это все только мечты. Это мечты. Не будет он ничего делать, нет.
Он говорит, я сам себя обманываю, зачем я о ней думаю, зачем это невозможно. То есть у него вот такое вот в голове. Банк не пропускает оплату. Ой, напишите мне в Телеграме тогда, я вам напишу Сбербанка. Телефон свой напишу, вы на Сбербанк можете мне кинуть, да и все. По номеру телефона. Размечтался, это да, он размечтался. Почему? Почему? Ну, говорит, почему вот он о вас размечтался? Что такое? В чем дело? Ну вот, что, говорит, я могу сделать? Что? Ну вот она такая, я, говорит, постоянно о ней думаю. Ну тянет, видите, по дьяволу. Знаю, что нельзя. По дьяволу он знает, что нельзя. А та получит, нельзя. Ну вот думаю же, говорит, ну думаю, не могу выкинуть из головы. Вот у него вот так вот. Из головы выкинуть не может. Знает, что нельзя, знает, что опасно, знает, что это как бы... Ну вот думаю же, говорит, о ней, все тут. Запретный плод сладок. Ну так да, наверное. Вот. Чем вы его зацепили, смотрите, ну вы для него звезда. Он о такой мечтал женщине, когда-то думал, что вот такая женщина, что это вот было бы здорово такую встретить. И бац, вы тут на его пути встретились. Конечно, как не думать? Он будет думать, ничего себе, такие женщины бывают, ничего себе. Он не может выкинуть вас из головы. Делать ничего не будет, нет. Но думает много. Такую женщину как не заметить, вы что? Ну, я такой когда-то мечтал, но не встречал. Нет, он все-таки, он может делать какие-то действия, но он не может позволить себе все, что он хотел бы. Потому что у него не свободен он, вот. Правила не позволяют, правила и устои не позволяют действовать по-другому, поэтому он не будет действовать, не будет превышать вот этого вот лимита, который нельзя превышать. Ничего большего не будет, потому что это тяжело. Нет, он как бы вот по правилам, по закону, чтобы никто ничего, вот чтобы все. Соблазн большой, это да, соблазн большой, но вот он нет, не будет. Романтика, флирт и сразу в домике. Как бы вот так раз-раз и в домике, не будет дальше и все. Глазки горят, романтика, флирт и все. Стоп, тормозим. Как бы, ну вот так вот. Сейчас вам подсказку на ваш вопрос. Подсказка. Обратите внимание на свое самочувствие. Здесь больше отдыхайте, гуляйте. Сейчас весна. Что вы чувствуете? Вот, ну вот так получилось. Спасибо вам, Мария, за вопрос. Интересно было посмотреть ваших таких вот мужчин. Интересные, конечно. Разные совершенно. Так, давайте дальше будем смотреть. Балдвин, да? Сейчас посмотрим. Итак, вот тот мужчина, о котором вы спрашиваете, он много работает, он сейчас весь в работе. Да, я тут, моя очередь, да, ваша. Он весь в работе, да, и он чувствует себя победителем, что у него, кстати, все получается, он молодец, он может быть классным специалистом на работе. О, ничего себе, я не успела дочитать, он еще, оказывается, вон кто. Да, он, кстати, хорошую должность занимает, он классный специалист, это здорово. Так, сейчас посмотрим. Так, его планы.
Его планы. Двигаться вперед и продвигаться как можно быстрее. Так, что тут за сомнения между чем и чем? Хочет двигаться вперед, может быть, вас двигать по работе, по карьерной лестнице, но здесь в чем-то сомнение, в том, что, может быть, ваши мысли занимает кто-то другой. Может быть, вы не свободны, не знаю, может быть, у вас кто-то есть, может быть, ребенок, может, мужчина. Вот. Его планы. Так, его планы конкретно. Вместе. Что он планирует вместе? Что он планирует вместе? Вместе планирует или начать какой-то новый проект, или замутить с вами. То есть, как бы, не знаю, какой-то новый проект, новое дело с вами какое-то сообразить. Это для вас будет выгодно, кстати, будет ли это выгодно для вас, это для вас выгодно. Вот то, что он вам предложит, что-то там вот такое вот в планах, его планы для вас очень выгодны. Что-то вместе сделать, да. У вас тут выпадает стабильность, десятка монет, вы сможете даже что-то приобрести, возможно, то, что давно хотели. Вот. Так что его планы прям очень даже для вас благоприятны. Его планы улучшат ваше финансовое положение, в карьере вы вырастете, и как-то внутренний стержень станете более увереннее в себе, потому что более стабильно и надежно будете стоять на ногах в завтрашнем дне, будете уверены. Как-то вот так вот у вас. Его планы очень даже хороши. Тут он говорит, я решаю, хочет ли он слить, попользоваться. Выпал он с мечом, типа, я решаю, что будет, кто придет, а кто уйдет. Тут, говорит, мне решать. Так, он на меня наезжает, короче, уже ему решать. И тут как бы никто не может ему указывать насчет этого. Он тут как-то категорично сам принимает решение, типа не лезь и все. Злится, короче. Скажи мне нормально, да, или нет? Ну нет. Он все будет решать честно. Нет, не будет сливать, пользоваться, нет. Но он тут решает честно, и он принимает решение. Тут ему никто не указ, вообще просто. Ему никто не указ. Он даже может поругаться из-за этого. У него свои есть определенные принципы, стабильные правила, по которым он живет. И ничто это вообще, никто не может это нарушить. У него это в голове. Так что здесь можно не придумывать, ни о чем не переживать, какие-то планы у него стабильные, нормальные. Как бы то, что вы думаете, вот это вот, это все иллюзии, не надо, не сомневайтесь, потому что здесь какие-то у него определенные правила, и здесь вы финансово вырастете. Здесь, чтобы он очень много придумывает, да, возможно, но тут много всего, чтобы он не слил, да, и все такое. Здесь нужно как-то открыто общаться, по-дружески, но, конечно, без понебратства, такого аккуратно. Надо просто открыто, доверительно, ничего не скрывая, и как-то по-другому, не так, как раньше. Не бояться чего-то высказывать, а если вы хотите свое предложение или свои мысли, да, то обоснуйте, почему так. Он-то с таким мышлением, когда ему нужно объяснить, потому что он логик.
Особенно, что насчет работы касается. Нужно грамотно объяснить, почему так, а не по-другому, почему не вот так вот. Тут нужно не бояться и ему объяснять, что вот это так, а это так. Потому что если мы сделаем так, то мы будем вот так вот. Вот в этом месте, да. Как бы, если мы сделаем так, тут мы выиграем, как бы. Вот лучше сделать так. Здесь как-то что-то тут надо ему стратегию объяснять. Здесь нужно вот так вот с ним. И доверительно, открыто, да. Отношение какое? Ровное. Смотрите. Отношение спокойное, ровное, как к хорошему сотруднику, как к хорошему специалисту, который хорошо знает свою работу, который будет получать по своей работе. То есть, если вы будете много работать, стараться, то и получать будете делать достаточно. То есть, в соответствии. Как к хорошему специалисту относится, к неконфликтному. Боитесь, что поставит? В зависимости от ситуации. Ведите себя в зависимости от ситуации. Иногда нужно проявить мягкость, подход мягкий, гибкий, а иногда нужно четко сказать конкретно, что и как должно быть. Только так и не иначе, например. Вот. Иначе там, например, только этот бетон покупаем, только у этих поставщиков берем, потому что там, короче, плохой, например. То есть надо знать момент, где отстоять и доказать ему объективно, потому что ему это важно. А где проявить мягкость, как бы и просто поговорить по-дружески. Вот тут так как-то. В зависимости от ситуации, от его настроения, от того, что вообще происходит. Иногда лучше промолчать, потому что он такой вот, у него очень ум такой подвижный, не знаю, очень много думает, мыслительный процесс у него очень в голове прям постоянный. В рабочих чувствах, что в рабочих чувствах? Что вы классный специалист, и у вас большой опыт. Большой опыт, и вы знаете, где подстелить соломки, как сделать лучше сейчас правильно, зная о том, что где, когда будут проверки, где могут посмотреть, где могут тыкнуть пальцем. Вы это все знаете, вы знаете, как сделать правильно. То есть у вас большой опыт. Как к хорошему специалисту он относится к вам. Вне рабочих тоже относится к вам, к человеку, который знает, чего он хочет и умеет добиваться поставленных целей. То есть, если вы чего-то хотите, вы будете стараться, вы будете делать все возможное. Если не получается так, вы в окно залезете. Ну, то есть, как бы на ошибках учитесь, делайте по-другому, не так, найдете выход. То есть, вы добьетесь своего. Он, так что вне рабочих отношений, вопросах, он знает, что вы добьетесь того, чего хотите. Чего бы вам это ни стоило. Если там с конкурентами надо побороться, где-то что-то, то вы будете стараться, руки не опустите, в общем, дойдете, добьетесь своего. Будете делать все, чтобы выйти победителем. Да. И то, что вы охраняете свои границы, даже на работе, вы охраняете свои границы, вы слишком не открываетесь. Вы бережете свое, то, что ваше, то ваше. Вы не всех пускаете к себе в личное пространство. Ну, может быть, это и нормально, это и хорошо, это и правильно. Вы можете расслабляться только тогда, когда вы не на работе, тогда, когда вы с друзьями. Вот. Так что он это видит. Так. Надо кое-что сделать. У меня свечка уже потухла одна, закончилась, смотрите, все. Сейчас следующую включу. Я зажгла, когда начала эфир. Ну, в общем, вот так получилось. Что еще спросить-то? Уже все спросила. Если что-то дополнить, напишите.
Вторая свечка пошла. Так, а это закончилось. Все. Нормально, хорошо относится. Он, кстати, справедливый руководитель и относится хорошо. И вы у него на счету как хороший специалист. Он знает, что вы многое умеете, опытный, и оплачивать вам будет соответствующе. Здесь как-то нету такого. Есть, конечно, вопрос. Ну, вот по этому вопросу все, как бы, ну, что там уточнить надо. Он дает ему возможность проявить себя. Он видит, что у того есть потенциал. Он дает работу Михаилу, потому что видит, что в нем потенциал. Он знает, что он доведет начатое до конца. Вот он доведет начатое, видите, как только от единицы до десятки, до максимума. То есть он это доделает до конца. Вот. Разными способами, но он будет стараться доделать. Да, ему главное, чтобы это все быстро он мог сделать. Он может сделать быстро. Дает ли ему больше предпочтений? Нет, он к нему он не отдает больше предпочтений, он просто относится к этому человеку по-другому, не так, как вам. Он видит его возможности и дает ему по возможностям. Он просто абсолютно по-другому относится к вам и к нему. Это разные вещи, это как бы разные, по-разному. Его он может нагрузить полностью, а вас как будто нет. Он вас не может нагрузить так, как его, потому что это вас может добить просто. Вам это будет очень тяжело. Тот может вывести больше. Даже со здоровьем, кстати, у него может плохеть, у этого Михаила. Из-за такой нагрузки. Он может вывести больше, поэтому он ему дает быстрее и больше он может вывести. А вы нет. Вас это подкосит сильно, как бы. То есть у него разный подход к разным людям. Он видит ваши возможности, он видит ваш потенциал, он видит, что вы можете идти медленнее, да, но вы добьетесь своей цели. К нему, знаете, он как-то более грубо, что ли, относится, к вам как-то помягче, мне как-то вот так вот кажется. Вот. Вы новый как будто человек, которому он дает шанс. А того он уже знает, Михаила, и он знает, что тот заканчивает, тот ему новое дает, новый какой-то проект. Тот начинает, заканчивает, новый дает, он знает, что тот все закончит. А вы новый человек, новые возможности. Медленно, но верно идете к своей цели, он видит, что вы добьетесь. А с этим он уже знает, с этим он, кстати, грубовато себя ведет. Ну, он уже постоянно так общается, это уже как бы уже давно, и как бы ничего меняться не будет. А с вами он общается как с победителем, что вы добьетесь своего все равно, либо тоже будете, как бы вот так вот. Почему он не предложил Михаилу, да? Потому что у него есть какая-то зависимость, у него есть какое-то слабое место,
какое-то слабое место есть, которое не может ему позволить у него есть какое-то слабое место, знаете, которое может, из-за которого он может проколоться. Тут как-то его можно, знаете, подловить на чем-то. Слабость у него есть, слабость. Женщины, алкоголь, возможно, в чувства проманипулировать может женщина им. Что-то здесь такое. А вы как-то, знаете, вы более соблюдаете правила, что ли, как сказать, устои, вот эти моральные принципы, как-то вот так вот. Вот. Поможете, если надо, попросите помощи, если надо. Тут как-то, знаете, у него какой-то косяк есть, короче, какая-то слабость. Вот. Им можно проманипулировать, понимаете, женщина им может проманипулировать. То есть у него есть еще, он еще может, если выпьет тоже. Ну, в общем, у него какой-то есть косяк, которого нет у вас. А вы сделаете все как должно быть, вот, по правилам, по моральным вот этим. Поэтому так. У вас такого нету. Прокола. Сейчас вам подсказку посмотрю. Так, была подсказка на ваш вопрос. Делайте добрые дела. Вам такая вот подсказка. Делайте добрые дела. Вот. Ну, здесь как бы он вас и видит, руководитель, что вы можете помочь, если нужно, и попросить помощи, если нужно. То есть вы знаете этот момент, когда нужно сделать, это нормально. Понятно, боже мой. Ну вот и так вот. Тяжело, конечно, если знать всю ситуацию, да, вот целиком. Ну вот и так. Да, удачи вам. Вот. Блин, ну почему-то я когда другим смотрю, например, да, по работе, такое выпадает, все такое вот у многих хорошее, да, например. Они сомневаются, но у них там все хорошо выпадает. Я когда смотрю на работу себе, это просто трешак. Я просто убираю в какой-то момент это все и думаю, нет, я везде пойду, и на все собеседования, везде пролазю, все-таки я попробую. И что в итоге? Трата времени, в общем, и сил, и в итоге, в общем, у меня почему-то работа вообще не получается, фигня какая-то. Если только самой что-то делать, вот это да, а на кого-то работать вообще тяжело мне. Не знаю почему. Где работа моей мечты? Где ты? Ну-ка, найди меня. Ой, так что спасибо вам за вопросы. Так, давайте дальше смотреть. Луиза, там, где евро написано, если у вас не проходит оплата, напишите мне в Телеграме. Там же везде внизу, по-моему, в этом должен быть Телеграм. Разве нет? Мне в Телеграме пишут. И во время эфира вы мне можете отправить просто сейчас. Там. Я не написала Телеграм. Да, есть Телеграм. Можете мне написать Телеграм. Я вам скажу номер телефона и оплатить по номеру телефона через Сбербанк, если это возможно, я просто не знаю. Просто если не во время эфира, там расклад по-другому я записываю. Так, давайте дальше будем смотреть. Так, сейчас. Банк не пропускает, может там что-то, я не знаю почему. К сожалению. Марина, здравствуйте, Марина, забеременеете ли вы в этом году? Если у вас будет интим, то забеременеете.
Я тут ничем помочь не могу. Если нет, то нет. Как бы мы вопросы смотрим через донатики, и как бы это зависит от вас, этот вопрос просто как бы. Или и на про кота тоже. Не знаю, про кота не спрашивайте. Сабина, здравствуйте, донат пришел. Сабина, да, я сейчас вас... Сейчас у меня Ольга и аноним. Вот Сабина как раз таки. Ольга и Сабина. Сейчас я вас посмотрю. Я просто чат решила посмотреть. Могла пропустить кого-то. Давайте посмотрим Ольгу. Так. Что там как-то читать? Стабильные отношения построить. Здесь обучающий процесс. Обучающий процесс. Вам нужно еще в этом году чему-то научиться. Видите, нужно немножко подождать для стабильных отношений. Не было доната, Дина. Ольга только и аноним. Сейчас посмотрю. Нет, пока не было. Так, Ольга, в этом году стабильные отношения нужно еще, в общем, не в этом году, но в 2025. Так, что это за дела? В 2028 только? Что так далеко, я не поняла. Мне это не подходит. Что такое? Нужно принять решение, чтобы это случилось быстрее, не в 2028, что мне не нравится, что такое. Так, чтобы это произошло быстрее, нужно принять какое-то решение, что-то с банком. Я говорю, вы можете написать мне в Телеграм, я вам напишу свой номер телефона, вы по номеру телефона через Сбербанк переведете. Если это, я просто не знаю, может быть, вы в какой-то стране, где у нас тут не принимается, или что-то, в общем, происходит. Я вам могу подсказку дать на ваш вопрос, просто напишите «подсказка». Вот. И я вытащу подсказку, вы подумайте о своем вопросе в голове. Так тоже можно. Или подсказки. Давайте вернемся к Ольге. Так, чтобы быстрее, потому что мне не нравится в 2028 году, это далеко. А чтобы быстрее построить отношения, нужно принять решение, двигаться вперед или куда-то переехать. Может быть, вам локация не подходит. Опа, и сразу вышел парень, хотел сказать, ваш мужчина. Думаю, парень, это не парень, это как бы мужчина. И сразу выпал ваш мужчина. Принять решение или о переезде, или о движении вперед, куда-то вот что-то вот. Мужчина сразу. Опа, вот он, я, говорит. Так. Что сделать? Какое? Чтобы как можно раньше это решение принять, здесь нужно какой-то опыт пройти и откуда-то свалить, уйти откуда-то. В общем, какой-то опыт у вас будет, знаете, как будто вы этот опыт уже проживали, и опять на эти же грабли наступите и скажете: нет, все, хватит, я больше не хочу, и все. И когда вы уже не будете наступать на эти самые грабли и пойдете в новое, вы тут как будто принимаете решение. И вот это вот принятие вот этого решения изменит дальнейшее ваше будущее. А так как вы наступаете, как будто на одни и те же грабли наступаете, хотя у вас опыт уже есть, этого не нужно делать, а вы опять туда залазите, и вы, получается, у вас не начинается вот этот новый этап. Вы не идете в новое, у вас так и кружится все это. Грабли разложили вокруг вас. Блин, чтобы мужчина, извините, что-то я тут это, чтобы мужчина сам вошел в вашу жизнь, что вам нужно делать?
То есть, если вы ничего не будете делать, то это со временем, как бы, встреча произойдет. Но в 2028 году мне далековато. Ну, как бы это так должно, говорят, быть. Это как бы вот так вот. Через что-то вы должны пройти еще. Да, Виктория М, успеваете? У меня сейчас Ольга, потом Сабина. Успеваете. С помощью. С чем это связано? С помощью. Идите у меня. Смотрите, вам не нужно, Ольга, вам не нужно помогать тем, кому вы уже помогали раньше. Как будто вы кому-то помогли, вам уже не нужно помогать, им не нужно, вам нужно идти в новое, вам нужно идти своим путем. Не держаться за старое, не помогать уже тем, кому вы тут помогали, потому что вы не можете идти своей дорогой. Что-то какое-то все вперемешку, не очень понимаю, почему тут. Нет, блин, вот с тем, с кем вы сейчас общаетесь, да, мужчины, которые вокруг вас, с ними нельзя построить серьезные отношения. Тут как бы вообще. Какой-то мужчина вам по судьбе, вот он придет, он вот прям по судьбе вам. С теми, кто сейчас вокруг, нет, это все не для серьезных отношений. Можно ли приблизить все-таки? Блин, вы можете приблизить вашу встречу, не ждать до 2028 года. Вы можете приблизить вашу встречу, но тут говорят, можете. Или вам нужно куда-то переехать, но это решение должно быть осознанное. Да, блин, вы должны знать, что вы хотите разрушить, что вы не хотите уже, чтобы было как раньше. И опять у вас переезд, Сменить локацию, переехать. Вы сами знаете. Это, скорее всего, не другой город, а другая страна даже. И как будто вы не сами, ну-ка, или кто-то поможет. И как будто вы здесь не сами сможете переехать, а как будто вам кто-то поможет это сделать. Кто-то поможет вам переехать. Потому что вам одно чужое. И на новом месте вы как будто обретаете силу, свое дело, любовь. Вы правильно начинаете делать выборы. Тут у вас все, семья. Нет, если вы сейчас переедете, то пока ничего вы сейчас не сможете переехать. В течение полугода это не то место, куда можно так быстро переехать. Точно не полгода у вас нет возможности, обстоятельства не позволяют, и денег тоже пока нет. Не знаю, что это за место. Короче, где-то какое-то ваше место есть, где вот вы должны быть. Не здесь, где вы находитесь. Здесь у вас, знаете, здесь у вас есть мужчины, которые могут вам предлагать отношения, любовь какую-то, да, но здесь у вас очень много сомнений, и все это, и все не то, и все заканчивается десяткой мечей. Начинается хорошо, но все не то. Не ваши мужчины, не ваши. Как будто ваш мужчина не здесь, он далеко. Он далеко, на расстоянии. Блин, в другой стране он ваш мужчина. Ой. Года через 2. Ну вот как раз у вас так и получается. Блин, ну не сейчас, а вот переехать. Переводить в онлайн режим. Так и получается прям.
Виктория М. Донат получила, если что, не переживайте. Все получила. Так и выходит, что ваше счастье не здесь. Здесь все мужчины не те. Вы придете к выводу, что это не ваше. Сомнение, знаете, какая-то вот нестабильность здесь. А он не здесь, ваш мужчина. Даже если года через 2, это нормально. Если сейчас вы уже начнете, в общем, даже если у вас что-то не получается, вы как бы делаете выводы. Главное, поступайте честно, не переживайте. Главное, честно, чтобы своей совестью не в споры не входить. И если что-то у вас не получается, то попросите помощи. Здесь так, попросите помощи, вам помогут. Чтобы легче дальше идти, попросите помощи. И у вас опыт большой. Можете у друзей спросить, у тех же самых мужчин, которые рядом. Блин, ну конечно, нет, хотя у мужчин не спрашивайте совет. Он какой-то неправильный совет они могут дать. К себе прислушивайтесь, занимайтесь своей работой и ищите способы, как вот свою мечту реализовать. Информацию находите, идите потихоньку, тут и все будет нормально. Да, нужно только подождать. Блин, опять надо подождать. Ну, то есть время, здесь все упирается во время. То есть сейчас, это как вот сейчас вы делаете какие-то действия, они дадут плоды в дальнейшем. Чтобы получилось, надо сейчас действовать уже. Но здесь силы вам дадутся, тут на все вам силы дадутся, потому что сила выпадает, тут силы вам даются на все. То есть вы можете реализовать то, что вы хотите, свой проект, можете через интернет сделать там, не знаю, свою страничку сделать, что вы на LinkedIn там же тоже делают, да, этот профиль. То есть вы можете уже сейчас действовать, делать это. Все будет нормально. Главное делать, 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 и оно потом выстрелит неожиданно. Да. Вы еще будете праздновать, что у вас получилось. Вот. Ну, все правильно делаете, думаете, все правильно. Вот. Опять не показывает тут. Но его сейчас не показывают. Все, ладно, хорошо. Все уже не показывают. Все сказала. Давайте подсказку. Подсказка на ваш вопрос, Ольга. Измените свой взгляд на жизнь. Измените свой взгляд на жизнь. Что-то нужно поменять. Шире надо смотреть на мир, да? Мир такой большой. Ну, все будет нормально. Вот. Спасибо вам за ваш вопросик. Сабина. Сабина, что в личной жизни? Так, это точно смотреть шире. Ну да, так у вас получается. Личная жизнь. Сабина, вы не готовы к личной жизни. Вот в этом году вы не готовы к личной жизни, потому что вы закрыты и не хотите ничего менять. Вы потому что еще не определились конкретно.
вы сомневаетесь, хотите ли вы эту личную жизнь или нет, или вам и так хорошо, чтобы никто к вам не лез, чтобы, ну, вот это ваше стабильное состояние, когда все спокойно, все хорошо, никто мне нервы не треплет, да, как бы вот так вот, вы еще не готовы от него как бы отойти, вам хорошо, и вы думаете, хорошо было бы, да, если бы был человек, который меня любит. А с другой стороны, вы думаете, блин, а может не надо, мне так хорошо, вот он опять будет там. То есть вы не знаете, какой будет человек, поэтому вы сомневаетесь. Мы же не можем знать наверняка, что придет самый классный наш принц придет, который сделает, чтобы у нас все было хорошо. То есть есть сомнения немножко. Поэтому будущее, оно вот, когда вот такие сомнения, оно не определено. Вы можете делать выбор сами. То есть вам дадут время подумать. Ну, если там думают как, ну вот если ты не знаешь, да, ну мы для тебя уже выбрали партнера, там давай, ты хочешь, иди, а ты думаешь, что, ну я как бы сомневаюсь, немножко боюсь, и они такие говорят, ну они же тебе, ну вот сверху там смотрят и говорят, ну хорошо, вот она еще не готова, пусть подумает, ну пусть, давай ей еще время дадим, давай, ну, то есть они не будут настаивать, это как бы свобода воли. И ваш мужчина, он ждет, он, короче, ждет тоже в ожидании, то есть поэтому вот и как бы и они боятся вам дать человека, потому что вдруг вы его оттолкнете, да, и вот не получится вот этой коммуникации, когда вы должны быть вместе, там, да, когда глаза горят, когда доверяешь, а то, что вот будут сомнения какие-то, да, неуверенности, человек поймет, что может быть я ей не нужен, да, может и не надо, ну, может у него самого сомнения, да, то есть непонятно. Поэтому тут надо определиться четко и конкретно. Да, я хочу, пошли все нафиг, я хочу вот именно такого. И вам может быть еще проверка прилететь. То есть кого-то вам дать и посмотреть, как вы отреагируете. То есть возьмете или нет. Потому что могут вам дать такого же, как в прошлом, с такими же заморочками. Если вы сразу скажете нет, то вам дадут того, который вот именно для вас. Но могут и сразу дать, но могут и с проверочкой. Да, все-таки может быть с проверочкой. К вам придет, вот если вы наконец решитесь, к вам придет именно тот, кого вы заслужили. Потому что по справедливости, то есть если вы честно все делали, к вам придет именно ваш мужчина. Настолько ваш, насколько вы были честны с собой и вот в ваших действиях не обижали, если кого-то. Если вы обижали мужчин, то придет мужчина, который, тут, знаете ли, за других мужчин немножко нервы потреплет. А если вам трепали, да, уже как бы вы уже от этого отошли, то все-таки придет тот, который восстановит ваше сердечко, который наоборот загладит вину за прошлых мужчин вот своим отношением. Если я всем нет говорю, профукаю. То нет, вы смотрите, говорите нет, вы как бы тут новый будет. Видите, здесь это как пока будет заново все начинаться. Заново, пока вы. Да, пока вы не откроете глаза и не поймете, что вы сами себя ограничиваете. Будет вам все равно даваться, но вы должны понять, что вы сами себя ограничиваете, вы сами не разрешаете себе больше, не разрешаете себе там вот быть счастливой, да, или там общаться с мужчиной. Можно же просто общаться с мужчиной, просто общаться как друзья, чтобы понять вообще ваш человек, не ваш человек. В каких-то ситуациях надо побыть, а не так, что он пришел на свидание весь такой белый, пушистый, хороший и ушел. То есть в каких-то ситуациях, когда вам нужна помощь, когда вы куда-то вместе идете, может кому-то помогаете, не знаю. Ну, разные ситуации бывают. Вы же должны понять, это нормально, чтобы понять человека, нужно с ним общаться. И не обязательно сразу замуж выходить, потому что вот мы познакомились, да, все, свадьба через месяц, там, да, твои предпочтения, да, я люблю там суп, я борщ, там, мне утром блинчики, ну, как бы вот. Просто немножко открыться и общаться больше. Ну, естественно, вы должны придерживаться там своих взглядов. То есть, ну, все равно общаться, но как коллеги, как друзья. Ну, может, не как друзья, а просто как, ну, по-человечески просто. Просто как общались бы.
на работе, например, как-то вот, как коллеги. Вот, то есть вроде как бы и по-дружески, но не по-дружески. Вроде как коллеги, да, вроде как, ну, много не рассказывать. Как-то вот так вот, потихоньку, аккуратненько. И потихоньку вы поймете, ваш человек, не ваш человек. И как бы честно сказать то, что извини, там, вот знаешь, вот в этих взглядах мы не подходим. Я вот думаю, что в семье должно быть так. Я вот очень этого хочу, например, чтобы он меня любил, да, чтобы он там с друзьями не гулял, потому что, извини, вот я не люблю, когда там вот мужчина там курит, например, меня вот тошнит, там, я не могу. Я бы не хотела, чтобы мои дети там болели там или что-то, да, например, как бы мне вот неприятно, извини, там, да, например, не получится. То есть, как бы вот так честно сказать, и все, как бы по-хорошему. Вот. Ну, нормально, нормально, как бы, ну, давай пока-пока. Ну, как-то вот так, в шутку, может, где-то аккуратненько, чтобы не обидеть. Вот, а то люди разные бывают. Ну, общаться, потому что, когда вы не общаетесь, потом человек придет, вот скажет: ой, все, люблю, не могу, какая ты классная, и вы будете думать: блин, какая я классная, он меня любит. А на самом деле это может какой-нибудь прохвост, засранец такой, который всем так говорит, откуда же вы знаете. Поэтому просто общайтесь на расстоянии, аккуратненько просто, и все. Чтобы вы сами потом вот как бы могли спокойно относиться к мужчинам, ровно, и уже понять, и ваш человек, не ваш человек. И он, знаете, должен уважать ваше мнение, выбор как-то. Вот если вы хотите подождать, он должен дать вам время подождать. То есть если вы не готовы к чему-то там, да, это нормально. И если вы просто хотите с девчонками погулять, а не с ним пойти там пообщаться, то он тоже должен уважать ваше мнение. То есть вы потихоньку поймете. Просто нужно общаться и прислушиваться к себе. Вот. Так что так. Вот. Но если вам будет не нравиться общаться, вы просто прекращаете общение, и все. Как бы мы не сходимся. Там, извини, мы не подходим по характерам. Не сошлись характером. Ой, слушай, мы по гороскопу с тобой не подходим. Я иногда так даже людям говорю, когда, например, ну вообще никак. Я говорю: блин, мы по гороскопу просто не подходим. Все нормально, но мы не подходим по гороскопу. То есть я не понимаю тебя. Я не понимаю просто. Как бы я вот твое мнение как бы важно, да, но я не понимаю. Вот. Как бы, ну, не подходим к группу. Ну, я так говорю. Ну, вы можете как-то по-другому что-то свое придумать. У меня так. Сейчас вам еще подсказку посмотрю. Подсказка для Сабины. Подсказка. Устройте себе отдых. Видите, устройте себе отдых. Прислушайтесь к себе. Стройте отдых, отдохните. Нервы себе не мотайте. Вот. Наполняйтесь, делайте то, что вам приносит удовольствие. Такое все. Так что спасибо, Сабина, за ваш вопрос. Сейчас Виктория. Виктория М. Сейчас посмотрим. Виктория М, да, когда появится. Посмотрим, что. Пока что вы не знаете человека, который может быть с вами для серьезных отношений. Те, кто рядом, это не те люди. Нуждалась в отдыхе, уже устала. Ну вот, отдыхайте, Сабина. Так. Человек, который, Виктория, для вас, он не в вашем поле как будто. Все-таки показывают опять вас. В общем, его здесь рядом нету.
Вы одна, и те, кто, и если вы думаете, что вы можете построить отношения с теми, кто рядом, это все не так. Это как бы хотелось бы, вроде бы, да, но это нет. Чего-то вы не видите. Нет, те, кто рядом, они не для серьезных как-то отношений. Почему-то мне не показывают. Почему? Сейчас по-другому вопрос задам. Потому что, я спрашиваю, мне десятку мечей, что это такое, типа, где этот человек находится, как далеко он находится, насколько далеко, то есть десятка мечей, как это вот понять, насколько далеко. И, типа, офигеть, как далеко, что аж десятка мечей. Знаете, блин, я все про него спрашиваю, но про него не говорят. Он появится, и вот то, что про новые отношения, да, как строить. То есть вот это, конечно, я не люблю, когда так мне говорят или вообще кому-то, но я не знаю, почему так делают. Смотрите, то есть в новых отношениях вот этот весь ваш опыт, который у вас был, то, что вам там причинили вред, или вы там к каким-то мужчинам уже относитесь с опаской, да, весь ваш опыт будет нафиг не нужен, да, вот это вот, конечно, самое, тоже это я не люблю. То есть в новых отношениях вам нужно будет вести себя по-другому, вам нужно будет доверять партнеру, вам не нужно будет подозревать или сопоставлять нового партнера с теми, кто были у вас, потому что те, которые были, они для определенного опыта, для того, чтобы вы получили какие-то знания. Но почему-то эти знания вам не пригодятся с будущим мужем, потому что будущий мужчина, с ним вообще все будет по-другому. Он от вас не уйдет, он будет за вас бороться. Тот мужчина, который вам предназначен, он вас не оставит. Он со всем миром будет бороться, лишь бы вы были с ним. И тут брак прям. А сам-то мужчина что не выходит? А он не выходит. Он пока не может приехать к вам, не может появиться, не может показаться. Как будто это невозможно. Невозможно. Он идет, но медленно идет к вам. Он еще как будто медленно. Почему ты так медленно идешь? Потому что тут должна какая-то поездка или переезд случиться, или какой-то переход. У него. Он должен как-то выйти в то, что он хочет, как что-то у него должно сбыться, чего-то он добивается, чего-то он должен добиться, реализоваться, что-то такое. Поэтому он медленно идет. Уже устроила Сабина. Класс. Так. Будет ли вообще брак? Будет. Здесь выпадает карта брака. Брак будет. Законный, официальный брак. Он какие-то свои дела пока решает. Медленно идет. Можете ли вы сделать так, чтобы он быстрее пришел? О, здесь вы ничего не можете сделать, чтобы он быстрее пришел. Смотрите, здесь как бы по судьбе так. И только он только. Все на нем. Вышел наконец-то. Король Пентаклей. Стабильный мужчина. Может быть, конечно, земного знака, если по гороскопу смотреть. Стабильный. Он придет тогда, когда придет время. Приедет, придет. Еще время не пришло. И не из-за вас, а из-за него. Он решает какие-то свои вопросы. Стабильный для семьи, тем более вы тут выпадаете. Вы выпадаете, смотрите, одной масти. Вы будете понимать друг друга. Вот.
одной масти, но между вами вот такой вот как бы этот вот идет, он медленно, 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 пока он свои дела там, блин, решит все, медленно он к вам идет. Здравствуйте, НССС. Донат 200 рублей там. Ну там зайдете, посмотрите, 200 рублей. Большое счастье маленькими шагами. Да, блин, да. Вот он должен, понимаете, у него там какие-то достижения. Он должен что-то пройти. У него здесь обман, возможно, переезд, предательство, возможно. И он тут что-то начинает заново, какой-то свой проект. И он добьется своего. Но это он свои дела решает. Это он. Это он должен сделать. Там у него все свое. И по судьбе вы его тут не пропустите. Но он на расстоянии от вас. Он далековато. Да. По срокам. Ой, блин, по срокам. У меня по срокам не сбывается. У меня знаете как? Если я... вы бывает отодвигаете сами эти сроки. То есть не вы, а мы. Я тоже так делаю, не знаю. Когда мы вроде бы готовы, потом мы начинаем сомневаться, и мы этими сомнениями эти сроки отодвигаем сами, блин. Как бы это ни грустно бы не казалось, вот. Думаешь, ждешь, потом думаешь, нафиг ты долго идешь, вот ты там это, то... Мы сами можем отодвигать. Сейчас посмотрю, конечно. Еще можно кинуть. Можно, кидайте. Сейчас Виктории смотрим. Кидайте, если хотите. Так. Когда же вы встретитесь, да? Когда же вы встретитесь? О, кстати, а в этом году вы можете встретиться. Смотрите-ка. Встретитесь ли вы в 2024 году? Вы можете встретиться в 2024 году совершенно неожиданно. Вообще резко неожиданно. Вот тогда, когда вы не будете ожидать. Поэтому, кстати, вам не нужно его ждать. Вы можете отодвигать вашу встречу вот этим ожиданием. То есть вы всегда, везде, где вы ни находились, вы будете ждать, что вот может произойти встреча. Вы не должны об этом думать, вы не должны его ждать, потому что это неожиданно, потому что ситуация может меняться. Если вы будете ждать, то будет менять вашу ситуацию встречи, место встречи. Нет, тут он решает, видите, тут он решает, он решит, когда и что будет. Все, на меня уже наехал. Когда он выпадает, это на меня наезжает, типа, все, не мешай, пусть она наполняется, пусть она там медитирует, занимается своими женскими делами. Я, говорит, сам приеду, говорит, можете обучаться сейчас, если хотите, до того, как вы его встретите, вы можете пойти на обучение, это будет к вам классно, потому что это вам в плюс, там, я не знаю, что учить, может быть язык, может быть профессию. Так, а что тогда? Что вы хотите изучать? Так, что тогда изучать? Ни язык, ни профессия. Какие-то сомнения, какие-то у вас... У меня свои, я знаю, что мне надо делать. По работе, по специальности, по деньгам. Учиться готовить? Нет. О, шить и воспитывать детей. Вот это вот можете научиться сейчас. Я не знаю почему, но вот вам всякие языки, профессии, вот это вам не надо. А вот шить и воспитывать детей у меня вышло. Даже готовить не надо здесь. Может, он сам будет готовить, или у вас будет невкусно. Ну, готовить еще, вот шить и воспитывать детей. Вот этому вы можете сейчас обучаться. Я не знаю, почему это вышло. Может быть, это вам пригодится, когда вы будете с ним общаться. Как-то вот общение с детьми, да, гладить и вот шить. Я не знаю почему. Вот так вот хорошо готовлю, да. Ну, значит, вам не нужно, поэтому и не выпало, что вам нужно этому учиться. Я спросила, чему бы вот вам научиться. Готовить не нужно учиться. Там у вас такая карта, то есть вы еще можете составить конкуренцию кому-то там, да, или кто-то еще, или он будет готовить. То есть вам это не нужно, вам этот навык вам не нужно прокачивать. Поэтому и не вышло. Вопрос на конкретного человека можно. Да, тут как бы вы не пропустите, Ой, хорошо, как хорошо, чтоб каждый своего не пропустил, и он тоже, вот это вот, конечно, важно.
Короче, все, ладно, не буду дальше, сейчас у меня начнется здесь белиберда. А будет ли развитие? Будет ли развитие? Тут может что-то произойти резко неожиданно. Резко неожиданно вы можете получить то, что хотите, а итог... Ну, знаете, вы можете получить тут на мгновение счастье, да, но за него придется бороться. Какое-то предложение может резко поступить. С ним тоже можно построить, кстати, отношения, но будет ли развитие медленное? К чему оно приведет? К браку не приведет. Развитие может быть на какое-то время вам хорошо вместе, да, стабильность какое-то время будет, но и как-то будущего я не вижу, чтобы было будущее. Будущего здесь нет, стабильности вот в будущем нет, на время, это человек на время. Сомнения, страхи, неуверенность, неопределенность потом будет. На какой-то промежуток времени. Все и так все очень медленно. Ну вот так и будет медленно. Просто вот оно, как бы, видите, неожиданно счастье, да, привалило, да, но оно, видите, как развитие очень медленно идет, да, и вообще тут как бы в итоге что будет, да. Ну, видите, тут вот, возможно, на какой-то период времени вы должны были его повстречать в своей жизни, но на итог выходит, смотрите, какие карты. Луна, это сомнение, это вообще непонятно что, и смотрите, прям вот эта карта Верховная Жрица, которая вообще там темнота, все закрыто, никакой определенности, возможно, даже вас не выберут в итоге, то есть как бы могут тут непонятно что-то не рассказывать, где-то обмануть, что-то вот себе напридумывать. Ну, короче, здесь какая-то ерунда получается в итоге, никакой стабильности. Ну никакой, вот в итоге еще 3 карты выложила, но ни одной карты стабильности просто нет. Видите, как бы тут все какая-то ерундовина, непонятная. Ну, только на время, только на время. Это помощь вам на время. Если вам необходимо, да, то может финансово он может помочь или где-то что-то советовать на время. Скрытые отношения могут быть или отношения, где вас не выберут, кто-то еще может появиться. То есть какая-то ерунда вообще. Или он не захочет афишировать, не захочет переводить эти отношения когда уже надо дальше идти, когда вот, например, встречаетесь, да, и надо думать, или расстаемся, да, или женимся. Ну, как бы, что это такое? Что это за тянуть кота за хвост? И вот тут вот может случиться такое, что человек не захочет продолжать отношения, да, может пропасть, вы будете в сомнениях. Ну, то есть такое вот. Нет определенности вообще никакой, видите, как вы будете в подвешенном состоянии, и вы не будете понимать вообще, что происходит. Стабильности не будет. Мужчина должен дать стабильность, а тут он будет вас держать в подвешенном состоянии. Вы не будете жить ни своей жизнью, ни вместе, ни непонятно что. Жизнь в ожидании – это жизнь ваша на стоты. Вы не живете в это время, когда вы ждете. Поэтому надо чем-то заниматься, жить своей жизнью, свою цель как-то вот идти ставить. Так, Виктория, подсказка. Дайте себе отдохнуть. Слушайте, все устали уже, что ли? Всем отдыхать срочно, карты говорят. Всем отдыхать. Так, давайте еще вот один вопросик смотрим, и все, да, по донатикам. У нас тут аноним. Я так поняла, это НССС. Вот. Посмотрим, и все, будем заканчивать. Так. Ого. Только подумала на отдых. Ну вот, видите. Так что давайте, вперед. Так, смотрим НССС. Аноним, да, у нас. Как он отреагировал, да?
А ему все равно, как он отреагировал. Ему как-то, знаете, легкомысленно. Он легкомысленно к этому отнесся. Он легкомысленно, видите, легкомысленно отнесся. Он видел это, вот эту вот фотографию, видел, но отнесся так, знаете, несерьезно. Подсказки на всех картах дам. Давайте сейчас тогда посмотрим вот этот вопросик один и подсказку дам. А у него нет никаких мыслей, смотрите. Он отреагировал, вот он видел, но отреагировал легкомысленно, ему все равно вообще, и чувства у них, мысли какие у него. Ему как-то все равно. Он даже вернуть не хочет. Он даже вернуться не хочет, возвращать не хочет. Ему все равно, он как-то легко к этому относится, несерьезно. У него чувства нету, там был какой-то обман, и чувства нету у него уже. Тут одни мечи. Обман, несерьезные отношения, легкомыслие какое-то. Вот все равно, пофиг вообще, вот просто вот вообще холодность такая, ему все равно. Да, у него даже, смотрите, он закрытый, он ушел, он и даже не хочет возвращаться, и даже вот думать не хочет. Он как-то вот, ему как-то все равно. Холодность какая-то. Был ли он всегда таким легкомысленным? Он был взбалмошным, который не контролирует свои эмоции. Это вот легкомыслие у него, знаете, из-за того, что он не может контролировать свои эмоции, он еще не вырос. Как будто он еще не вырос, он еще не взял ответственность за себя, за свою жизнь. Ему пофигу, он так легко относится ко всему, ко всем. Он не берет ответственность, он еще вот этого не умеет, он вот в этом не вырос. Он не берет ответственность за свои поступки, за то, причиняет ли он боль кому-то. Ему пофигу, вот как-то вот так вот. Несерьезное. Несерьезно, взбалмошный, может обидеть человека вообще легко. Вообще просто своими словами, действиями, безразличием, холодностью. Грубые слова может сказать вот так просто. Вот, вспылил там, что-то вот сказал, поругаться может. Вот. Ну, знаете, что тут еще говорят? Говорят, все-таки, если ты хочешь восстановить с ним отношения, ты можешь начать с ним новый этап этих отношений заново, с нуля. Вы даже можете жить какое-то время вместе. Но это на время. Тут даже можно его... Будут ли тут чувства у него вообще, как бы в отношениях? Нет, тут все завязано на женщине. Если женщина захочет, она может чем? Не, ну только если женщина захочет быть с этим мужчиной, то она будет в него вкладываться. Она будет, как бы, главное в этом союзе, имеется в виду, что поддерживать, чтобы там был мир и покой, и вообще он как-то дальше продолжался. От женщины зависит. Но в итоге тут все сойдет на нет все равно. Потому что человек ничем не хочет жертвовать ради себя самого. Нет, человек здесь не выбирает стабильность, не выбирает женщину. Он выбирает свои ощущения, он выбирает то, что я хочу. Я хочу свободы, и так и будет. Ну, то есть как-то тут нету серьезности, он не настроен. Женщина может здесь взять все в свои руки, да, и как бы попробовать, но он не выйдет. Он такой человек просто. Здесь женщине придется очень много бороться за него. Серьезные отношения с ним построить пока невозможно.
Он еще здесь как будто не дорос, не вырос. У него очень много уроков, очень много зависимостей. Вот. Его очень легко вывести на эмоции, его очень легко проманипулировать им вот на этих эмоциях. Он вообще не контролирует пока что вот свою жизнь. Ему нужно повзрослеть, вот, брать ответственность не только за себя, но и за других научиться. Здесь как-то такая вот ерунда. Знаете, отношения как будто его ограничивают, как будто вот ограничивают и не дают ему дальше идти, поэтому он не хочет отношений. Он так думает, в его голове это так. То есть вот он еще не понимает, он как будто не вырос, он не понял еще, что такое отношения, что в отношениях оба должны взаимодействовать, как должны взаимодействовать. Он пока что видит только себя, то, что он хочет, и все. Это далеко, ему тут еще расти и расти. Бесполезно, тут как бы женщина только время свое потратит на себя. Очень много времени ему нужно, чтобы вот к этому прийти, чтобы он изменился. Не, может ли женщина то что-то сделать? Вы лучше просто, знаете, живите сама. Не надо его вплетать в свое будущее, не надо думать о нем, нет. Просто наслаждайтесь, получайте удовольствие от того, как вы доставляете себе удовольствие. Потому что вы знаете, как доставить себе удовольствие здесь. Вы знаете, как вы любите, что вам нравится, что вам купить, что вам поесть, где вам отдохнуть, куда вам съездить, с кем вам пообщаться, что вам, не знаю, вот что померить, куда сходить, что посмотреть. Вы это знаете, поэтому наслаждайтесь просто своей жизнью и все. Вам никто не нужен в этом, вам никто не принесет столько счастья, сколько вы сами знаете, чего вы хотите. Ну, пока что на данный момент как бы не нужно его вообще вспоминать и в будущем ставить рядом с собой не нужно. Здесь вам одной можно кайфануть, вы знаете, чего вы хотите, как вы хотите, да, какого мужчину вы хотите, каких отношений вы хотите, вы сами знаете. Вот, так что вот общайтесь с такими, кто может вам это дать. Кто может дать вам положительные чувства, положительные эмоции, положительное общение с теми, вот общайтесь. У кого такие же взгляды на семейные отношения, с теми общайтесь. Если вам предлагают быть любовницей, то сразу отшивайте вот этих всех просто. Кто вас не выбирает, тоже всех сразу, всех убирайте из своей жизни. Кто еще не определился, с кем-то встречается и вам что-то там предлагает, и вы вообще не на первом месте, вообще вам такой не нужен. Никаких третьих лиц не должно быть в ваших отношениях. Пока у вас такого и нету, потому что пока у вас сейчас время на себя, кайфануть, делайте то, что вы хотите. Вот. Научитесь наслаждаться без кого бы то ни было, чтобы вам никто не был нужен вообще. Получить удовольствие можно без мужчины просто. Вы должны знать, как вы можете получать удовольствие, когда вы самостоятельные. Потому что вам, вот чтобы быть счастливой, мужчина как таковой не нужен. Он нужен для того, чтобы разделить там какое-то счастье, что-то вместе поделиться, как друг, да. Он не сделает, вот он появился, и он вам счастье сделал. Нет. Вы уже должны быть в этом счастье. Вам нужно научиться без мужчин это все. Вот. Кайфовать от жизни без мужчин. Найти то, что нравится вам, что приносит вам удовольствие. Вот. Да, это такой вот урок у вас по справедливости, кстати, вы должны вот это вот научиться этому. Видимо, так должно быть. Вот сейчас такой у вас урок. Да, уходить от того, что вам не нравится, не нужно идти туда, куда вы хотите. Даже если это тяжело, нужно оставлять то, что вам не нравится, то, что делает вам больно, или вы уже это переросли, и идти дальше. Вот. Луиза, вы мне можете... вы мне, может, в Телеграме написали, нет?
Никто вроде не написал. В Телеграме можете мне написать, может быть, получится. По номеру телефона. Так, ну, в общем, вот так вот получается, что вот дело. Ладно. В общем, пока что получается так, что это не ваш мужчина. Давайте подсказку вам посмотрим на этот ваш вопрос. Развивайте свою интуицию. Развивайте свою интуицию. Такая вам подсказка. НССС. Развивайте свою интуицию. Вот. Так, давайте сейчас даем подсказку Оксане Иванчишиной. Подсказка на всех. На всех картах. Оксана Иванчишина. Оксана! Простите, что так долго. Так, Оксана Иванчишина. Подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Первая такая подсказочка. Так. Оксана Иванчишина. Подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Такая вот у вас вторая подсказка. Отдохните. Мне кажется, если бы можно было отдыхать, мы бы все только и делали бы, что отдыхали. Да, это так приятно. Если бы дел никаких не было. Оксана Иванчишина. Подсказка. Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Видите, интуиции доверяйте. Как вы чувствуете, сразу реагируйте на первое ощущение. Так, Оксана, для вас. Ложь. Тебе кажется, что это вранье. Так и есть. Видите, если вам кажется, что кто-то вам врет, значит, обманывает. Кто это? Кто это такой? Кто это там не рассказывает все как есть? По жопе ему. Так, давайте, Оксана Иванчишина. Послание из будущего. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Ой, смотрите, с друзьями встретитесь, попереписывайтесь, как дела там, поболтайте. Вот. Ой, Оксана Иванчишина, наконец-то. Луиза, там в Телеграме есть... У меня же тут есть Телеграм. Везде написано. Вы можете добавиться и в Телеграме мне написать. По-моему, у меня везде написано. Нет, или да, или нет. Просто как-то ко мне пишут в Телеграме. Как-то же пишут. Поэтому я вот и думаю, как же они пишут-то. Ну да, вот же она ссылка. Ссылка рабочая. Когда я делаю эфиры, вы можете посмотреть в описании. Можете написать ваши вопросы для общих раскладов в Телеграм. Алена Посиделки. И ссылочка такая есть. Может быть, я ее сюда скопирую. Можете написать мне в Телеграме. Я вам напишу свой номер телефона, и вы мне попробуйте перечислить по номеру телефона. Ну, у меня там Сбербанк, по-моему. Если только так. Подруга давно не виделись, ложь не люблю. Ложь никто не любит, наверное. Только эти засранцы, кто обманывает, наверное, любит ложь. Благодарю за ваш труд, за ценные подсказки. Оксана Иванчишина, удачи вам. Тоже очень рада, когда вы приходите. Вот. Вам тоже спасибо. Такие вот дела, такие у нас подсказки.
Так, давайте сейчас у нас общий расклад. Общий. Кто будет смотреть запись или кто-то сейчас, да? 10 посланий. 10 посланий из будущего. 10. Давайте я напишу, а то тут сейчас потом не найдем концов. 10 посланий из будущего. Вот, 10 посланий из будущего. Можете выбрать любой номер или несколько номеров. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Все выбрали 10 посланий. 1. Кто загадал единичку? Послание. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Выходите из зоны комфорта. Смотрите, как там красиво. Там целый мир просто открыт. Двоечки. Кто загадал двойку? Послание из будущего. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию. Все разрешится наилучшим образом. Смотрите, наилучшим образом все разрешится. Обалдеть! Это очень классная подсказка. Тут вроде ничего делать не надо. Все надо отпустить. И все разрешится наилучшим образом. Круто. Троечки. Кто третью позицию загадал? Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Видите? Ванна с пенкой. Побалуйте себя. 1 про меня засиделась. Понятно. Так, 4. Четверочки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Так, 4. 5. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Здесь надо оглянуться вокруг. Может, какие-то знаки или что-то происходит, а вы не видите. 6. Кто 6 загадал? Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. 6 была, да? 7. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас тебе это кажется дорого. Зато смотрите, какое счастье будет. Сколько счастья будет. Много-много. 8. Кто 8 загадал? Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Это, конечно, сложно. Попросить о помощи. 9. 9. 9. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Так, 10. Кто загадал 10? Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Все, 10 посланий у нас получились такие с общих раскладов. Так, давайте следующий общий расклад. А что у меня тут эта колода делает? Вот сюда ее. Так, вот эту берем. Сейчас я напишу, будет общий расклад, что делать и что не делать. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Вот. Так, общий раскладик. 3 варианта. Кто-то в прямом эфире, кто-то в записи посмотрит. 3 варианта. Так. Почему-то у меня на одном и том же месте все колоды гнутся. Ладно. Так, что делать? Первый вариант. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно держать все в тайне. Не рассказывайте все свои секреты. Что нужно делать? Нужно наблюдать. Тут как бы лучше не действовать, а наблюдать. Наблюдать, как ваш враг там что-то делает, или кто-то еще что-то. Ну, в общем, наблюдайте. Если у вас есть там обучение какое-то, что-то, да, учитесь. То чему-то новому можно научиться на этой неделе. И держите все в тайне, в секрете. Не рассказывайте свои секреты никому. Вот. Что не нужно делать? Что не нужно делать? Не нужно слишком доверять всем и каждому. Не нужно думать, что вот все вам друзья, что они вам помогут. То есть слишком не доверяйте, слишком не эмоционируйте. Чувства свои контролируйте. Здесь так.
Двоечки, кто загадал вторую позицию? Так, сейчас посмотрим, что делать, чтобы неделя была хорошая. Что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Заканчивать все то, что вас убивает, прям глядя на картинку. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Не позволяйте делать вам больно, не позволяйте пользоваться. Если такая ситуация, где вас не ценят, обижают, то заканчивайте уже эту ситуацию. Не надо тянуть кота за хвост, не надо вот это вот терпеть, когда вас не ценят, обижают, да, когда вот несправедливость какая-то. Не нужно это терпеть вообще просто. Что вам не нужно делать? Не нужно каких-то тайн, не нужно каких-то закулисных игр, не нужно кого-то подсиживать, искать там что-то, шантажировать, искать на кого-то там какие-то, не знаю, компроматы, что-то такое, следить за кем-то. Вот это не нужно не сплетничать, ничего. Если что не так, заканчивайте этот разговор сразу с этим человеком. Поэтому аккуратно. Очень доверчиво буду знать. У меня что-то с банком. Понятно. У вас украинскую карту норм пересылать? Блин, может быть, да, из-за того, что Украина же еще. Слушайте, а с Украины? Слушайте, с Украины у меня там стоит, знаете, какая цена с Украины? Тех, кто с Украины, там у меня стоит один... В чем у вас там? Забыла. 1 гривна, что ли, у меня? Или 0,01 гривна. Короче, я самый минимум поставила по Украине, потому что я знаю, что по Украине денег нифига нет. И тем более я, можно сказать, сама оттуда. Вот, поэтому там, по-моему, или 1 гривна у меня стоит, или что-то такое, ну, минималка. Там не 200 рублей нифига, поэтому имейте в виду, там как-то так вот у меня. Но, может быть, не пересылают, я не знаю, поэтому говорю, подсказку спросите, я вам подсказку дам, или подсказки, тогда будет на 5 колодах, как вот людям даю же, бесплатные они, вот, поэтому. Так, третье, давайте третье. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, смотрите, тут по карте видно просто коммуницировать, общаться. Если новый проект, начинайте новый проект. Если вы уже закончили старый, то отметьте старый, просто отметьте, что мы молодцы. То есть здесь нужно взаимодействовать с людьми, с командой, с теми, с кем вы работаете, с друзьями, много общаться. Может, какие-то посиделочки у вас, мероприятия. Здесь будет, ну, сходите, общайтесь. Много общения, дружбы, веселья. Это как бы вот такое все. Можно быть открытым, можно ходить туда, куда вас позовут, на какие-то мероприятия. Что не нужно делать? Не нужно пока планировать поездку, куда-то ехать, ну не нужно пока, отложите. Не нужно менять что-то в вашей жизни, то, что вы делали раньше так, а теперь бац, решила по-другому поменять. Вот так вот будет. Ну, отложите пока что, потому что не нужно принимать быстрых решений каких-то, не нужно играть ни в какие азартные игры, можете проиграть наши все деньги. Вот. Ну, тут как-то вот так. Не нужно доверять воле судьбы, то, что авось как-нибудь, все будет нормально, как бы вот там еще что-то, ну, в общем, не стоит. Не надо все на самотек. Вот это все не нужно. Добрый вечер, Ирина. Платила большая очередь. По донатам нету, по-моему, никого. Сейчас я посмотрю. Да, Ирина, вы как раз в очереди первая будете, потому что все донатики ответила. Сейчас посмотрим вас. Так. Мысли, его мысли о вас. Ирина, смотрим ваш донатик. Его мысли о вас. Его мысли романтичные, он романтик. Смотрите, мысли, он хочет вам написать что-то такое приятное,
порадовать вас чем-то. Знаете, какой вот забота и внимание и флирт. Вот такое вот. Такие вот мысли. Влюбленность у него есть. Чувства такие, заинтересованности, вы его очень заинтересовали. Но он пока что не до конца понимает эти чувства. Они его немножко расстраивают. Что не так, но они его убивают, что он не может их контролировать просто. Он же мужчина, как могут чувства управлять, он этого не понимает, это его расстраивает и бесит немножко, что это, почему. Но он хотел бы, в мыслях он хотел бы вам многое сказать, много нежности сказать, ничего такого плохого он вам не хотел сказать, он бы вам хотел сказать нежные чувства. Романтичное что-то такое, вот не знаю, ну что-то такое вот, пофлиртовать с вами хотел бы. Такое вот доброе, нежное, такое флирт. Такое вот, кайфануть. Ой, о работе, с чего это еще? Что это тут? Хотел бы рассказать, что на работе есть такая вот несправедливость. Я там помогал, а меня тут кинули. Короче, какая-то еще что-то по работе хотела. Так, нет, давай мне без работы. Так, давай еще что в мыслях. Ага, так вы, понятно, блин, почему он по работе? Потому что у вас общая тема может быть рабочая, да? Поэтому он хотел бы по работе с вами поболтать. Ой, спасибо за хорошие слова, Ирина. Ну вот, так что вот. Кроме работы, что бы он хотел вам сказать? Кроме работы он хотел бы вам, знаете, что-то приятное сделать, какой-то подарок, порадовать вас хотел бы. Тут даже не сказать, а вот что-то дать, подарить хотел бы вам. Ой-ой, он даже думает, что как бы вы его родственная душа. Потому что тут как-то тянет к вам, как будто он вас давно знает, как будто вот вы такой родной человек, и с вами классно пообщаться. Бывает, встречаете вот кого-то родной человек, то ой, классно, мы с тобой встретились, поболтали, вот хочется интересно так пообщаться, вместе побыть. Бывают люди, с которыми вообще не хочется общаться. А тут вот как бы с вами, вот как будто он вас давно знает, с вами интересно, с вами можно было бы все рассказать, и вас интересно послушать, как у вас дела, и ему интересно бы с вами поделиться вот этим всем. Будет ли он как-то действовать? Ну, конечно, он типа, не лезь, говорит, я сам решу. Когда такие карты выпадают, когда вот мечевой, когда он вообще, он уже злится. Тут он еще не злится, конечно, он говорит, я сам решаю, говорит, что и как я буду действовать. Типа, нефиг меня спрашивать. Типа, я еще не решил, но признаться об этом не могу. Но ему не нравится, что он не может контролировать свои чувства. Он расстроен этим, потому что он привык все контролировать сам. Он будет действовать. Конечно, он будет действовать. Ждите от него активных действий. Может, он вас куда-то пригласит, но что-то он будет. Все, он, наехал на меня. Я же говорю, когда мечевой выходит, все начинают типа, не лезь, пожог получишь. Все. Будет действия, будут от него, будут действовать, но он сам решит, какие. Он сам решит. Смотрите, все, он же злой. Да там он был добрый, смотрите, какой у него тут взгляд. И еще и с мечом, все. Говорит, хватит. Слишком много не хочет он вам давать информации, потому что получается, что он будет в вашей власти, если вы будете о нем много знать. Он бы этого не хотел, он бы сам хотел контролировать ситуацию. Ладно, что вы должны знать о нем? Должны ли вы что-то знать о нем? То, что он охраняет свои личные границы, он туда не будет пускать сразу, пока не узнает человека. И любит, когда честно все ему говорят, без обмана, не обманывайте. Любит правду. Чувствую, если... чувство вообще, это как бы в паш кубков, оно так и вышло, что там есть чувство. Но здесь вы мне не показываете. Здесь показывает, что он хотел бы вас завоевать,
Он хотел бы строить с вами отношения, он хотел бы строить с вами долгосрочные отношения. Но пока он не хочет об этом говорить и даже думать. Хотя эти мысли приносят ему и радость, и волнение, да, и он хотел бы этого, хотел бы вам много чего сказать, но в то же время и куча сомнений. И в своих чувствах он немного еще сомневается. Он думает, да как бы стоит это с вами общаться или бежать, делать ноги, пока еще могу. Как бы вот так вот. Он не хочет пока признавать свои чувства. Он их не может потому что контролировать. Он привык контролировать. Чувства есть. У него есть и кубки, и мечты о вас. Есть кубки. Влюбленность у него есть, но нету четкой определенности пока еще. Пока еще он это контролирует это. Он думает, у меня все под контролем, все под контролем. Но это будет недолго. Чувства есть, заинтересованность, влюбленность есть, но он старается их держать под контролем, не показывать. Потому что он привык все контролировать. Он не может поддаться чувствам и что-то сделать без разума, вот без того, как вот он должен все рассчитать, продумать. Контроль, контроль, контроль. Опять показывают его, что он борется со своими чувствами, что ему тяжело, он сам себя вот обманывает, что нет, я контролирую. Опять он вышел, говорит, не лезь, говорит, туда. Это лично его, короче, вам не нужно знать. Вам просто то, что у него внутри происходит. Ладно, то он совсем на меня сейчас обидится. Скажет, что туда лезете, девчонки. Вот, но у него еще такое чувство заинтересованности и влюбленности, когда в самом начале, когда вот еще такое вот. Он еще пока что это понимает и обращает внимание на то, что не может контролировать. Он еще не с головой там. Сопротивляется, короче, дядька. Ну вот, ну ладно. Подсказка. Подсказка для вас. Вкладывайте деньги в мечту. Вот не знаю, есть ли у вас деньги на мечту или нет, но вот вкладывайте, начинайте, давайте. Если нет мечты, пожалуйста, давайте вот мечту. Прям вот сегодня, какая у вас мечта, и все, начинайте откладывать копилочку. Ой, я даже, слушайте, у меня даже видео, по-моему, где-то есть, как делать копилку, но не на этом канале. Я делала копилку, кстати, копилка на что-то определенное, оно так и будут деньги, на то, что вы, например, можете сделать копилку на машину, наклеить картинку машины, и деньги эти пойдут именно на машину. Можно на квартиру, там, на обустройство, там, да на что угодно. В общем, клейте там те картинки, на что вы хотите. И именно на это вы и потратите. У меня сколько раз уже такое было. Кстати, очень сбывается. Вот, спасибо огромное, очень прекрасное. Пожалуйста, приходите на эфирчики. Эфирчики по субботам. Все, кто не подписался, подписывайтесь. Приходите по субботам на эфиры. Подсказки у нас бесплатные. Пока что бесплатные, пока что я еще нормально чувствую себя. Потому что когда я устаю, вот это тяжело. Так, вроде бы я всем дала подсказки. Сейчас посмотрю. Да, вроде бы всем дала подсказки. Кому не дала, напишите подсказки или подсказка. Я дам подсказку. Подсказки бесплатные. Вы можете просто в голове подумать свой вопрос и переложить эту подсказку на ваш вопрос. Может быть, как-то станет немножко понятнее ответ. Вот. Так что так. Ну что, уже ночь, полночь, уже за полночь. Давайте будем ложиться спать, буду вас отпускать. Давайте с вами встретимся в следующую субботу, если ничего не изменится. Если что-то изменится, я напишу, я постараюсь написать. Так, у нас эфир 21:30 будет по московскому времени, по субботам. Пока что так. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфир. Вам тогда придет там сообщение, смс, что там приходит, в общем, что-то придет. Вот, всех обнимаю, всех целую, поздравляю всех девчонок с прошедшим 8 марта, мальчишек с прошедшим 23 февраля, как бы всех сразу, ладно, одним днем.
Вот, увидимся с вами в следующую субботу. Желаю вам отличной недели, пусть у вас все получится, желания сбываются, мечты исполняются. В общем, делайте копилки, копите на свою мечту. Давайте, откладывайте уже и напишите потом, что вы там купили, на что накопили, что у вас получилось. Вот. И, кстати, у нас, когда там 10-го, сегодня не 10 еще число, о, 10-е, слушайте, как круто. Сегодня 10 число, сегодня новолуние. Сегодня вы можете загадывать желание, просить то, что вы хотите. Желайте, вслух говорите о своем желании. Делайте, кстати, вот копилки, к чему это? Пишите там, что вы хотите, не знаю, в дневниках, вот там будущее загадывайте. Делайте карту желаний. Сейчас такое, сейчас Луна будет расти. И если вы хотите сделать на доход, на прибыль, на то, чтобы пришло в вашу жизнь, то вы это и желаете, что вы хотите, чтобы пришло. Потому что сейчас Луна будет расти, у вас это будет расти желание, и все хорошее будет приходить. Поэтому желайте хорошее. Уже прям сегодня. Я хочу там переехать там в 2024 году в самую лучшую для меня страну. Хочу, чтобы меня ценили, да, чтобы любимый человек был рядом, поддерживал всегда, да, чтобы он сам меня нашел. О, вот класс, чтобы мой любимый человек, который будет меня любить там всю жизнь, не знаю, кто мне по судьбе, не знаю. В общем, самый лучший для меня мужчина, например, да, или там женщина. Пусть он меня сам найдет в этом году, там, да, в 2024 там заберет к себе жить свой большой красивый дом, да, и там пусть у меня самая лучшая работа найдет меня уже прямо сейчас, прям в этом году, в 2024, там, в этом месяце, например, в марте. Пусть моя самая лучшая работа меня сама найдет, чтобы была крутая зарплата, чтобы мне ценили. То есть, блин, загадывайте вот такое все позитивное, чтобы просто в жизнь это все пришло как можно быстрее. Ну все, давайте, желаю вам классной недели. Все, пока. Спасибо, что пришли. Все, заканчиваем. Пока.